Чаще всего, когда вы видите игры про закулисье, вы ожидаете, что будет страшно. Но ища игру по Backrooms, вы натыкаетесь на игру, которая не собирается вас пугать, а погружать в историю, в лор, вдохновленный из вики по Backrooms. Эта игра является The Backrooms Redacted. И сегодня мы поговорим с вами о лорной части этой игры. В этом видео мы поговорим о похождениях Майка, являются ли концовки каноничными, как поживают второстепенные персонажи и какие секреты таит эта игра. Внимание, сейчас будет большой блок по всей истории Майка. Это для новых людей, которые абсолютно не знают, что это за игра, и для тех, кто хочет просто освежить память. Итак, начнем. История Майка начинается с того, как он, гуляя по нашей реальности, внезапно проваливается сквозь пол и попадает в закулисье. Он просыпается и видит желтые коридоры. Главный герой начинает изучать этот дивный мир. И тут у нас есть два варианта развития событий. Либо Майк путешествует, попадает в различные уровни, но в конце концов достигает 4-го уровня. Либо он также путешествует по различным уровням, но попадая снова в нулевой уровень и пройдя несколько метров, он встречает человека, работающего в эйсинг. Вы заблудились, путешественник? Вы нашли правильного человека. Кто ты? Я занимаю должность главного надзирателя в Эйсинг. Гидеон С. Зейн. Я заблудился. Следуйте моими инструкциями, все должно быть хорошо. Во-первых, найдите деревянную дверь. Вы попадете на уровень 0.2. Оттуда вы должны найти кондиционер. Выйдите с уровня через единственный выход, и вы попадете в уровень 4, где существуют устойчивые сообщества и люди, которые могут вам помочь. Будьте аккуратнее, путешественник. Я надеюсь увидеть тебя живым в следующий раз. На случай, если я не смогу вас увидеть, доброго дня, вечера и ночи. Из этого диалога Майк понимает, чтобы попасть на безопасный уровень, нужно пройти через два подуровня нулевого уровня, а именно 0.2 и 0.3. Найдя лифт в ледяной вариации нулевого уровня, он попадает в 4-й уровень. Блуждая по 4-му уровню, Майк находит синюю дверь. Он решает посмотреть, куда эта дверь ведет. Итак, ты хочешь выбраться из закулисья? Хех, извини, но до того, как ты это найдешь, еще очень далеко. Кто ты? Никто не важно. Ты знаешь, куда идешь? Нет. Хех, если ты выберешь этот путь, тебе не понравится то, что ты увидишь. Серьезно, на следующих уровнях для тебя ничего нет. Но, конечно, я знаю, что ты не остановишься. Увидимся позже. Он попадает в помещение со спиральной лестницей, не путаясь с другим похожим уровнем. Он поднимается до верха и заходит в дверь. После этого протагонист попадает в уровень дуальность. Уровень представляет собой помещение со столами с числами, где можно сделать ноуклип и появиться на выбранном уровне. Проходя эти комнаты, главный герой добирается до помещения, где находится Фиби. Вещи никогда не меняются. Вы идете спать ночью, ожидая дня, и проводите день с уверенностью в том, что ночь обязательно придет, и вы сможете спать. Что ж, вещи меняются здесь. Я думаю, ты уже заметил. Есть много столов, не знаю, какой выбрать. Полагаю, ты хочешь логичный выбор. Этот стол — единственный возможный вход на опасный уровень, которого боятся многие. С другой стороны, ты можешь найти счастье на уровне веселья. Делать выбор действительно трудно. Да, это правда. Хорошо. Удачи, она тебе понадобится.
Я не могу больше бежать. Это будет мой конец. Нет, нет, я не могу сдаться сейчас. Мне одной кажется, что уровень немного изменился. Это было неожиданно. Поздравляю! Я правда ожидала, что ты столкнешься и умрешь в первых же метрах. Но, честно говоря, стоило ли это того? Ты рисковал жизнью, чтобы в итоге ничего не получить. Просто поздравляю! Ты любознательный человек. Могу я тебе рассказать секрет? Есть место, где, кажется, ничего не существует. Даже ты. Я действительно думаю, что-то, что ты ищешь. Может, где-то там. Никогда не узнаешь, если не попробуешь. Верно? На 11 уровне найди магазин водных добавок под названием Alone Water. Конечно, нужно ввести пароль, но за выживание на этом уровне я тебе его скажу. 0002. Есть какие-то проблемы? Мне очень нравится цифра 2. Запомни это. Синяя горка доставит тебя к твоему месту назначения. Красные и черные горки переполнены сущностями. Бежевые и розовые горки приведут тебя к другим уровням. Серые горки полны клея. Не спускайся вниз, иначе ты навсегда окажешься в ловушке. Остальные тебя убьют. Вот и все. До встречи, путешественник. После этого происходят какие-то обстоятельства, после которых он попадает на уровень веселья. И неважно, сделал он это через уровень 0 или через уровень 11. Нашел здание и ввел код, который сказала Фиби. Привет, путешественник. Фи послала тебя ко мне? Я так думаю. Так. Не расстраивайся, тебя ждет путешествие в место, которое ты никогда раньше не видел. Вход находится с задней стороны, ты поймешь, что делать, когда ты берешься туда. Хорошо, но ты здесь продаешь только воду? Нет, это было бы крайне невыгодно. Но... Да, я знаю, что этот чертов замок не работает на двери. Я не глупая, но таковы правила дома. Убирайся. Попадает на уровень 119. И спускается по розовой горке. Суть одна и та же. Он попадает на уровень веселья.
Хм. Ты не тот человек, который завершил уровень восклицательный знак несколько дней назад. Фиби? Похоже, тебе кто-то сказал мое имя. Что привело тебя сюда? Майкл. Я последовал твоему совету. Ты чувствуешь, что усвоил урок, не так ли? Это веселое место, но я не могу то же самое сказать для тебя. Знаешь, почему тусовщики получили такое имя? В любом случае, хорошенько подумай, прежде чем принимать советы от незнакомцев. Увидимся. Интересно. Ваша история очень интересная. Возможно, это и не кажется очевидным, но они находятся под угрозой исчезновения. Мы зовем их слушать 369, также известная как Абибара. Это оказало огромную помощь нашей колонии, и мы хотим выразить свою благодарность. Я ценю, мисс. Вы можете звать меня Одри. Одри, я ценю это, но это не моя заслуга. Можешь посмотреть мне в глаза, Майк? В мире природы есть два вида животных. Хищники и добыча. Хищники принимают удобную позу, сосредоточив взгляд на своей цели, а добыча отворачивается, и если повезет, ей удается выжить. Майк, вы хотите быть хищником? Или вы хотите быть добычей? Вам еще много предстоит улучшить. Насчет той тусовщицы, о которой вы упомянули. Ее имя Фиби, она сущность. Я не тот человек, который может дать вам много информации о ней, но могу сказать, что она опасна. С сегодняшнего дня вы перестаете вмешиваться в подобные дела и начнете обучение. Майк Сандерленд, добро пожаловать в Пик. Майк. У Ривера день рождения. Идите в столовую и поздравьте ее с днем рождения. Хорошо. Я скучаю по тебе. Что мы имеем? Похоже, Майку надо снять воспоминания о том, как он попал в Биг. Не могу сказать, что это кошмары. Но, скорее всего, что-то случилось, что заставляет проворачивать момент раз за разом. Можно даже сказать, что сколько раз игрок получил эту концовку, столько раз Майку и снятся эти воспоминания. Дальше идут события, где Майк получает золотой билет. Мы проходим через большое количество уровней и даже попадаем на базу SCP. Здравствуйте, путешественник. Вы прошли долгий путь. Идите прямо по коридору, поверните налево, и вы дойдете до выхода. Ничего не трогайте. Мне его как-то жаль, чувак. Его жизнь, должно быть, была нелегкой. Его ведь находится под угрозой исчезновения, верно? Печально, что нам приходится его арестовывать, но здесь он будет в безопасности. Признаюсь, я был немного предвзят к нему, потому что был как некая сущность. Понимаете? Но черт возьми, как же я ошибался. Этот парень не заслуживал таких страданий. Привет. Можете ли вы меня услышать? Услышать меня сзади стекла. У вас есть имя? Вам нельзя на мне доверять, но я защищу вас. Вот выход. Следующий уровень — это уровень 39, также известный как Зачарованный лес. Это очень безопасный уровень, так что не волнуйтесь, вы на верном пути.
конечном итоге он на уровне 40 находит постер от мастерицы игр, где она предлагает сыграть в игру. Привет, путешественник! Ты действительно откликнулся на мой зов, не так ли? Добро пожаловать в мой мир. Все здесь работает так, как я хочу. Это не круто. Вы проникли на мой уровень, и теперь вам придется поиграть со мной. Я выбираю игру, и я выбираю правила. Если ты выиграешь, я позволю тебе уйти с подарком. Если я выиграю... Давайте скажем, что вы отключитесь от мира. Мы собираемся сыграть в Backgrounds Defenders. Не нарушайте правила, иначе я сломаю вам шею. Теперь мы можем попасть на уровень 154. Неоновый экспресс. При входе на уровень мы можем встретить мимика, который ждет поезда. Какая досадная ситуация. Ты в порядке? Что? Ох, я не увидела тебя. Ты хочешь поговорить об этом? Я хотела домой, но этот поезд едет только в еще более отдаленные места. Я скучаю по дому. Я тоже скучаю по своему дому. Давай тогда подождем поезда.
Майк садится на поезд и отправляется на уровень 699. В глубинах лабиринтов есть место, которое приносит утешение благодаря тем, кого уже нет с нами. У этого места есть название. Это место представляет собой неоновый отель, где проигрываются различные воспоминания в жизни Майка, точнее диалоги. Посмотри, Чейз! Он делает свои первые шаги! Мама. Ты это видела? Когда он вырастет, он будет таким же сильным, как я. Этот голос. Мой сын, я не хочу, чтобы ты меня ненавидел. Я сегодня домой не вернусь. Может, и никогда не вернусь. Но это не твоя вина. Знай это. Я не мог перестать тебя ненавидеть. Но неужели тебе было так больно меня покинуть? Тебя зовут Майк, верно? У меня сегодня день рождения, и я не пеку торт. Хочешь кусочек? Почему ты всегда была так добра ко мне? Хотя это и неправда, это так. Благодаря тебе жизнь здесь выглядит прекрасно. Если бы я все время не думал об уходе, возможно, я бы наслаждался временем, проведенным с тобой. Ты должен чаще улыбаться.
несмотря на то, что я помню так много всего. Я не расстраиваюсь по этому поводу. Мне невыносима мысль о том, чтобы отпустить их. Но мне нужно извлечь из этого урок, преодолеть это и двигаться дальше. Тогда я буду готов уйти. Из этого мы выясняем, что у Майка была возлюбленная, но она пропала. Походу, задолго ее отсутствие главный герой смирился, а эта фотка напоминает ему об их дружбе. Спустя какое-то время Майк заходит на уровень конец. Но непонятно, с какой целью он туда попадает. Сандерленд находит кассету и вставляет в компьютер. Nowhere left to run. I caught you. После чего Майк начинает искать диски, проходя через различные уровни, программы, так сказать, которые есть в компьютере. Правда, сначала мы должны сыграть в игру для получения команд. Теперь можно проходить эти уровни. Three, two, one, go!
Одни говорят, что у этого места нет конца, другие утверждают, что оно, конечно, и имеет центр. Те, кому удается достичь этого центра, не отличаются особой целеустремленностью и не стремятся к достижению своих целей. Это непредсказуемо. Привилегия самых удачливых, абсолютно избирательная. Однако те, кому удастся добраться до центра закулисья, смогут установить там связь и молить о спасении с небес. И тогда тот, кто снизойдет, преподнесет страннику дар, и этим даром он сможет все изменить. Единственная цена – ваше собственное существование. Считайте эту комнату вашим всем и ничем. Край черной дыры, который постоянно дрейфует к центру, встречая свой неминуемый конец. Этот мир умирает. Постепенно это стирается из памяти многих людей. Когда последняя искра угасает, единственная надежда превратиться в ностальгическую мечту. Эту концепцию необходимо переосмыслить. Я дам вам инструменты, необходимые для осуществления перемен. То, чем вы покормите этого похитителя костей, определит будущее нашего мира. Когда придет время перемены, положите его на корзину с мясом. Делайте, что хотите, только не давайте ему коды. Наконец-то душа нашла точку соприкосновения. Добра душа или зла покажет только время. Вы чувствуете себя потерянным в поисках смысла. На самом деле смысл всего находится в ваших руках. Этот похититель костей изменит представление о закулисье. Умоляю тебя, странствующая душа, напои его водой из моего источника. Погруженный. Почему-то древнее, чем воспоминания, нежнее смерти и гораздо более терпеливым. Здесь нет неба, ни звука, ни пламени, ни будущего. Всего лишь давление, всего лишь глубина. Нам никогда не суждено было оставаться наверху.
Полигоны меняются и разворачиваются среди нас, имитируя песню и танец. Один из них изображает торжественное возмездие, последствия трагической истории. Наблюдайте внимательно. Майк, твоя дорогая Ривер оказалась в затруднительном положении. И то же самое случилось с той, которая мне дороже всего. Я раньше тебя не видел. Меня не видят, а чувствуют. Воспоминания, погребенные в глубинах сознания. Воспоминания о ком-то другом. Действительно, я создана из фрагментов воспоминаний о ностальгической гамме. Однако я обнаружила, что могу находить отклик сознания в руке, проникая в то, что они могут помнить. Ты сказал ностальгическая Гая? Но это название сущности, которой не существует. Так ты считаешь, но если бы она не отказалась от ненавистных урывков своего разума, я бы не появилась на свет. Мне нужно вернуться в ее объятия, но сначала я убежусь, что ты в безопасности. Значит, сущность, убившая Ривер, действительно существует. И если ты являешься ее частью, зачем тебе мне помогать? Я не считаю необходимым проявлять такую беспощадную конкуренцию. Да ничего бы от этого не вышло. Убить, значит стереть, заставить замолчать главу, которая еще не закончена. Конец без завершения. Моя двойница, она отворачивается от своей боли, находя утешение в безумии. Я не позволю ему впасть в ту развращенность, которая породила ее скорбь. Пока я существую, я буду стараться спасти ее от этой участи. Мы не можем долго здесь стоять, ведь ты остаешься уязвим для врага. Будь осторожен, Майк. Я сделаю все возможное,
чтобы защитить тебя. Ready, set, go! Каждый раз, когда мы находим диск, в папке галереи появляется информация. Письмо и фото от Алисы Ривер и Эден Грэм. Знаешь, забавно вспоминать прошлое. Мы познакомились на моем дне рождения, когда мне стукнуло 23 года. Ты был в темно-сером свитере и был застенчивым. Приветствие и... Алик тут же посадил тебя к столу. Я помню это, как вчера. До сих пор не понимаю, как тебе не казалось странным, что каждый день я подходила к тебе и спрашивала, где находится туалет. И каждый день ты мне объяснял. Я всегда вспоминаю это и смеюсь. Давай будем честны. Ты знал, что я знаю, и я знал, что ты знаешь. Но все равно было смешно. Тогда мы вместе были примерно на 6 миссиях. И я всегда так много смеялась над ними. Честно говоря, эта жизнь кажется сном. Ты сожалеешь за то, что не принес подарок в день нашей встречи. Но дело в том, что ты все-таки принес. Ты был лучшим подарком, который я могла получить.
Когда я понимаю, что вела себя рядом с тобой как суровая и серьезная особа, будто мне не нравилось твое присутствие в команде, и я считала, что у команды и так все хорошо. Я сожалею об этом, я чувствовала себя неуверенно. Мне было грустно, потому что я думала, что потеряю свою лучшую подругу, что она нашла мне замену. После твоего прихода Рибер стал проводить с тобой больше времени и говорить обо мне. Сначала меня не беспокоило, но потом меня это действительно задело. Вот почему я плакала в комнате в тот день, и даже после того, как я плохо с тобой вращалась раньше, ты сел и спросил меня, что случилось. Вот почему я так внезапно обняла тебя и плакала, как ребенок. В тот момент я чувствовала себя такой виноватой. Это ударило меня, как удар в живот. Я люблю тебя, Майк. Я искренне сожалею о том, как я с тобой обращалась в прошлом. Однажды ты спросил меня, почему я так хорошо к тебе отношусь, и я в шутку ответила, что это потому, что у тебя красивая улыбка. И это правда. Серьезно, тебе следует чаще улыбаться. Но правда в том, что я сама прошла через то же самое, когда попала сюда. Я была потеряна, у меня не было никакой надежды, пока Одри не увидела во мне потенциал. Биг стал для меня домом, и он остается им до сих пор. Я считаю всех там своей семьей, и я хотела, чтобы так было для тебя. Я увидел в тебе много общего с собой. Майк, время, проведенное с тобой, пошло мне на пользу. Я знаю, что я не единственная, кто так чувствует. Я знаю, ты думаешь, что Эден тебя не любит, но это неправда. Тебе просто нужно время, чтобы привыкнуть к твоему присутствию. Уверена, вы могли бы стать отличными друзьями. Когда Рибер показал мне ту фотографию, ты возвращаешься с задания с Калебом. Я была в ужасе. Я подумал, что вроде... Что значит? Этот парень улыбается? Это был первый раз, когда я видел тебя счастливым. Несколько месяцев Биг действительно пошли тебе на пользу. Да, сейчас оглядываясь назад, я действительно чувствую, что поступила с тобой несправедливо. Честно говоря, я думаю, нам следовало проводить больше времени вместе, Майк. В райских уровнях есть что-то такое, что почему-то меня очень притягивает. Помнишь, как мы с тобой, Эйден и Элизы, отправились на 48 уровень искать тот вид рыб? И Эйден постоянно жаловалась, что я каждые 10 минут останавливаюсь, чтобы поискать ракушки в песке. Так вот, в тот день я вернулась на базу с полными карманами ракушек. Эдриан подумал, что это мусор, и выбросил все. Я не разговаривала с ним целую неделю. Возможно, на этом все закончится, но воспоминания вечны. Разве не удивительно, на что способен разум? Более того, ты гораздо выносливее, чем думаешь, Майк. Ты прошел такой долгий путь, столько всего повидал, почувствовал, как рушится твой мир. Раз, два, снова и снова. Твое сердце привело тебя сюда, обремененного потерями и трудностями, и все же ты продолжаешь идти вперед. Только ты мог. Я надеюсь, ты никогда не отпустишь прошлое, которое тебя сформировало, что ты всегда будешь знать, куда идти, и никогда не забудешь, кто ты есть. Но я не волнуюсь, в конце концов, ты в надежных руках. После сбора всех дисков мы можем выйти из компьютера. Сущность 666, также известная как Happy Virus вирус. Эта сущность способна стирать каждого, кто дотронется. И когда стерели человека, они также стираются из памяти для каждого, кто его знал. Почему такие вещи всегда происходят со мной? Ты зашел слишком далеко, и ты знаешь слишком много. Скоро ты будешь вместе с ней, вместе неподалеку, известный как... Заткнись! Ты действительно думаешь, что ты страшный? Дай-ка угадаю, ты не думаешь, ты сущность. Мне надоели твои мелкие игры.
Ты уже ранил столько людей. И ты забрал того, кто важен для меня. И самая ужасная часть, что я даже не помню ее, потому что ты... Я не боюсь, чувак. Я ужасно зол. Человеческое уже. Что заставляет тебя думать, что этого достаточно? Это? Нет. Вот почему я называю все души, которые ты заточил. Что? Ты больше не ранишь никого. Вы даже не дали людям, которым были небезразличны ваши жертвы, оплакать их потерю. Ты думаешь, став сущностью, дает тебе право делать, что ты хочешь? Отправляйся в ад. Time flows, nobody knows the years go by. Where we go alone from here. Night falls, strange color walls. My eyes deceive. What is wrong with me? Deep in the night, you think everything's right. Tell it to yourself. Say it's just a nightmare. Something is telling you nothing can change where you are again. Why should it matter? Your dreams of a child, innocence is gone. Only fear to play with. Faces are changing, but nothing is changing the pain. Too late. Я помню тебя, Эйден. Сейчас никто не сможет забыть. В итоге у нас выходит, что именно из-за этой сущности некоторые люди стали сбивать своих знакомых. Много кто пострадал. Когда Сандерленд вступил в Биг, Алиса нашла в нем себя и начала больше времени с ним проводить. Эйден, которая была лучшей подругой Ривер, думала, что она променяла ее с ним. О чем она сожалеет, что так думала. После случаются события, в которых Ривер пропадает. У Майка депрессия, а Эйден пошла искать возможное местонахождение своей подруги. Но ее находит сущность 666 и убивает. Она становится Энимозайн, но про нее все забывают. Майк, скорее всего, предполагает или помнит, что кто-то из его знакомых был на уровне конец. Он решил проверить свою додумку. Он заходит на этот уровень, находит кассету, и его хватает Happy Files. Потом он встречается с Энимозайн, которая говорит, что Алиса Ривер жива. Майк побеждает сущность 666 и освобождает души, захваченных Happy Files. Он вспоминает про Эйден и решает пройтись по негативным уровням, потому что это была единственная зацепка о местонахождении Алисы Ривер. Сразу хочу сказать, что если вы хотите пройти негативные уровни, то сперва лучше пройти After Party и получить Polaroid на уровне 699. Правда, я сперва прошел After Party, а потом пошел в негативные уровни и все равно смог получить это. Но все равно, лучше сначала выполнить эти два пункта, а потом уже идти в негативные уровни. Так что я вас предупредил.
Негативные уровни очень отличаются своей атмосферой и опасностью. Уровень -3 и вовсе играет с памятью Майка, рисуя отражение его подруги в зеркалах, и не должен был оставлять тебя одну. И какого-то человека. Это была не моя вина. Про него обсудим, когда заговорим про уровень, где судят Майка. Что я делаю? На уровне -4 можно найти место, где Майк может на время отдохнуть. Тепло бетона, влажные стены и странная музыка, доносящаяся из головы, дарят странное чувство комфорта. Ты настоящий? Это место не для детей. Здесь опасно. Ты это знаешь? Это не опасно. Ника любит это место. Все здесь очень весело, но есть одна проблема. Какая? В этом месте, если вдруг у тебя становится дыхание, ты перестаешь существовать. Кто это такой? Он и решает идти дальше. Мы попадаем на -5 уровень. Чувств запах гари. Выбираясь из корней, судя по всему, видим, что лес горит. Или он уже сгорел. Этот уровень имеет две вариации. Когда лес горит и когда он уже сгорел. Причем в сгоревшем лесу есть два выхода, один из которых ведет в негативный хаб.
Перед тем, как уходить из здания, можно зайти в комнату, которая открывается после победы над Happy Files. Это музыка. Это немного знакомо, не так ли? Музыка не заканчивается только потому, что ты перестаешь слушать. Кто ты? Я был здесь, жду. Мне не нужно имя, но ты уже знаешь меня. Я знаю? Больше, чем ты представляешь. Я не сражаюсь, я просто здесь стою. И когда слишком много веса, я убежусь, что ты не один. Что ты хочешь от меня? Я просто хочу, чтобы ты отдохнул. Здесь разрушающиеся стены ничего не требуют от тебя. Свет из окна не дает тебе сдаться. И музыка, твое достижение. Это только существует потому, что ты существуешь. Ты часть этого места? Это место лишь дает мне только убежище, но я здесь ненадолго. Как ты ненадолго здесь? Береги себя, Майк. Ты мне знаком. Это потому, что я уже был здесь. Каждый раз, когда ты замедляешься, каждый раз, когда ты думаешь остановиться. Тогда почему ты решил показаться сейчас? Потому что это место показывает, что ты избегаешь. И возможно сейчас время двигаться. Так что мне сейчас делать? Продолжать двигаться. Ты не должен меня видеть снова. Каждый раз холодный бетон, каждая тишина. Ты можешь найти комфорт, но не каждый комфорт это место для остановки. Береги себя, Майк. Что за туман? Что ты, по-твоему, делаешь? Что это? Я не знаю. Что ты здесь делаешь? В негативных уровнях. Я ищу кое-кого. Светлые волосы, синяя толстовка. Ты случайно ее не видел? Извини. Все нормально. Ты можешь звать меня Джей. Майк. Спасибо, что помог мне. Пожалуйста. Ты никогда не знаешь, когда гигантский монстр появится, не так ли? Так, но тебе не следует оставаться здесь слишком долго. Твоя стабильность под угрозой. Да, я знаю это. Но у меня есть немножко бутылок с миндальной водой. Так что все будет в порядке. Увидимся. Значит, вы двое путешествовали вместе? Ага. Мы раньше ходили по этим неустойчивым уровням, потому что она была так зациклена на этом. Я понимаю, это немного безрассудно, но я не мог позволить ей делать это одной. И какое у нее имя? Это немного необычное имя. Аврора. Красивое имя, не так ли? Аврора. Понял, я сообщу ей, что ты ее ищешь. Серьезно? Это очень бы помогло, чувак. Спасибо, приятель. Увидимся.
пытаешься меня убить или что-то в этом роде? Это был несчастный случай. Конечно, он был. Но это действительно было, я клянусь. Что это? Я не знаю, я не умею читать. Давай спускайся. Хорошо. Ты зол? Не беспокойся об этом. Ага. Ты о чем? Ты живешь здесь? Никто не может здесь жить. Но Клеegu не любит посетителей. Ты отсылаешься на то существо в тумане? Туман? Да, он приносит туман. И туман поглощает все живое. Подожди, какое твое имя? Бутылка минуту назад. Это, похоже, очень важно. Хорошо, хорошо. Да, президент будет очень недоволен, если эта информация не доставлена. Что мы должны сделать? Подожди, какое твое имя? Дальше мы попадаем в один из жутких уровней, наверное, во всей игре. Минус 7 уровень. Здесь записка на столе. Прочитать? Да. Если ты найдешь эту записку где-нибудь еще, пожалуйста, положи ее рядом с входом на столе, чтобы помочь остальным путешественникам. Во-первых, не паникуй. Ты сейчас будешь бороться с самой ужасной сущностью из первого негативного кластера. И неправильный шаг убьет тебя. Читай внимательно. Эта сущность не может видеть тебя, если ты не делаешь шума и не двигаешься. Так что не беги, не включай никакого источника света. Если услышишь какие-то вздохи поблизости, не двигай ни одним мускулом. Даже не поворачивай свою голову. Оставайся спокойным и удачи. А сфига ли ты мне решил автобег врубить? На этом уровне нам надо на каждом этаже найти листок с цифрой, собрать все 3 и открыть сейф. Здесь записка на столе. Прочитать? Да. Я думаю, отец сошел с ума. Он решил спрятать ключ от подвала в сейфе и поделился советами, чтобы его открыть. Теперь каждый раз, когда я хочу пойти на работу, мне приходится решать это. Но, по крайней мере, он не меняет схему. Первый этаж, третий этаж и второй этаж. Записываю это сюда, чтобы потом не забыть. К стене приклеена записка. Прочитать? Да. Из-за постоянных визитов существ из другого мира лифт был отключен по соображениям безопасности. Доступ будет закрыт до дальнейшего уведомления. Только Сауни с ресторана при отеле имеет право вновь открыть его. Могу ли я вам помочь? Можете ли вы разрешить мне воспользоваться лифтом? Абсолютно.
После этого мы попадаем на уровень -9, Зимний город. Кажется, что кто-то здесь живет, но на самом деле это место практически безлюдно. Проходя по этому городу, можно найти здание, которое светится. Можно войти или пройти мимо, но лучше войти, ведь это спокойное место для отдыха. Атмосфера здесь по-прежнему теплая и уютная, словно когда-то это место наполнялось смехом. Потом можно уйти из здания и пойти дальше. Дальше попадаем в засыпанную снегом деревню. А если дальше двинуться, то можно найти мост, который висит, судя по всему, на воздухе. Там будет следующий куб, который отправит на уровень -10. Тут мы видим развилку «Комфорт» и «Правда». Комфорт отправит нас к дому, который отправит на гостеприимный уровень. А правда отправит нас туда, куда нам надо, на уровень -11. Уровень -11 представляет собой место, которое для первопроходца будет совершенно обычным, но для человека, который уже посетил это место, будет казаться странным, будто бы этого раньше не было. Поздравляю, мы наткнулись на такую аномалию, как дежавю. На скамейке лежит записка. Прочитать? Да. Что такое дежавю? Дежавю – это феномен, наблюдаемый на уровне -11, характеризующийся дефицитными проявлениями сна и кошмаров из прошлых жизней. Как распознать дежавю? Уровень -11 сложно лишен сущностей, за исключением самого уровня -11, который также считается сущностью. Сюрреалистические встречи, нарушение законов физики или изменение структуры – распространенные характеристики дежавю. При первом посещении уровня -11 следует обратить внимание на окружающую обстановку на случай, если вы когда-нибудь вернетесь. Замечайте детали, мебель, цвета и даже то, что изображено снаружи окон. Обращайте внимание и удачи! Это означает, что после первого захода на этот уровень, это место будет меняться, и нужно будет определить, где находится аномалия.
сообщает страннику, что выход на уровень S11, также известный как знаменитое место, после переживания чувства дежавю без его осознания может привести к необратимому повреждению мозга. Чтобы разблокировать выход из этого уровня, укажите область, где был замечен дежавю. Если это ваше первое посещение в этом месте, вам не нужно беспокоиться по поводу увиденного. Продолжайте безопасно свой путь до выхода. Если это не ваше первое посещение в этом месте, если увидите что-нибудь, скажите что-нибудь. Вот, например, сейчас у меня Каджикрат в воде купается. Подтверждаем и идем дальше. Уровень -12 представляет из себя место, будто из греческой мифологии. Находим 2 розы, вставляем в пьедесталы и идем дальше. Майк, ты слышишь? Что происходит? Я не понимаю тебя. Ты возьми аварийный дробовик. Что? Майк, ты не один. Уровень -14 представляет собой заснеженную местность. Судя по всему, долгое нахождение на этом уровне ведет к замерзанию. Вследствие чего замерзшие люди навечно погребены на этом уровне. Я жду тебя, Лаура. Даже зная, что я причинил тебе ужасный вред. Я жду тебя, Сара. С того самого момента, как ты закрыл эту дверь, я чувствую себя потерянным.
Я жду тебя, Джейсон. Я ждал у алтаря. Это озеро, где мы первый раз встретились. И я здесь, жду тебя. Я жду тебя, Нейтан. Я жду тебя, Нейт. Пожалуйста. Джей? Нет, ты... Ты не... Я извиняюсь. Нет, я встретился с твоим другом. Он в порядке? Где ты его нашел? Он в порядке, не слишком далеко, я так думаю. Слава богу! Стой здесь и жди своего друга. Я вызову спасательную команду для вас обоих. Хорошо, спасибо. Тебе лучше прекратить это делать. Что? Я сказал, тебе лучше прекратить это делать. Как ты думаешь, стоит ли рисковать жизнью ради развлечения? Эти уровни экстремально опасные. Как ты думаешь, что он почувствует, когда ты исчезнешь из твоего маленького хобби? Похоже, этот парень заботится о тебе. Ты прав. Я не хочу, чтобы он в итоге оказался в такой ситуации, как я. Поэтому тебе лучше ценить свою жизнь и людей, которые тебе дороги. Мы попадаем на уровень минус 15, причем этот уровень походу пришел из России. И как человек, который живет в этой стране, хочу сказать, что все, что показано в игре, абсолютная правда. Тут даже самолеты летают. Наверное, компания Аэрофлот продвигает свои услуги в закулисье. У тебя все хорошо получается. Я ждала тебя.
Когда ты был маленьким ребенком, ты нашел свой личный цифровой рай. И встретил девочку. Там, чей код был высечен богами. Она, смеявшись на сферичном формате, взяла тебя за руку и повела тебя к Скайбоксу. А потом ты навсегда забыл ее. Она любила тебя. Мы скучали по тебе. Разве ты не счастлив? Разве ты не взволнован? Ты наконец-то нашел свой пустой рай. Для тебя эта история знакома, но она целиком неправда. Что этот мир сделал с тобой, дорогой? Ты сломан. Едва можешь встать. Но сейчас все хорошо. Пора закрыть глаза и позволь себе отдохнуть. И не вставай. Никогда. Майк! 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 Проснись! Алиса? Майк! Я очень по тебе скучал. Я тоже скучала по тебе. Боже мой, как твоя щетина растет так быстро. Я давно не брился. Я знала, что ты придешь, чтобы спасти меня. Эйден? Она... Сейчас ее зовут Энимой Зайн. Энимой сказала, что всеми силами сделает все возможное, чтобы защитить меня. И вот мы здесь. Что? Убирайся из моей головы! Черт. Я верила, что ты сделаешь это, но я не могу тебя долго держать в голове, Гай. Что ты имеешь в виду в голове, Гай? Убирайся из моей головы! Алиса, ты меня слышишь? Я вытащу тебя оттуда. Нет, ты не заберешь ее у меня. Я не могу этого допустить. Я не могу! Вот так и закончилась эта история. Погруженный в воду, не имея сил пошевелить ни одной мышцей. Вскоре после того, как я нашел человека, которого пытался найти 3 года, мне так повезло. Мне удалось увидеть Ривер в последний раз.
Наконец-то, ты проснулся. У вас наверняка много вопро... Моя девушка жива. Не торопись, я буду ждать тебя в большом зале. Тысячи лет назад существовало существо, которое можно было считать одновременно всем и ничем. Рожденный из сущности пустоты, его имя было Эфирон, от сотворения до разрушения, от любви до войны. Однажды он решил создать идеальный мир, объединив всю свою силу в одном акте творения. Ужасная ошибка, которая привела к его разрушению. Этот мир родился как отражение человеческого мира, и судьба Эфирона разделилась на 7 существ, каждый из которых был отражением его величия. Асерис, Тихая Королева, отражение смерти. Рейнер, Алый Странник, отражение войны. Клевис, Отец всех ключей, отражение защиты. Аргас, Закон, отражение справедливости. Гай, Муза, отражение искусства. И, наконец, Филия, Жрица, отражение любви. Вместе они составляют сущность Эфирона, то, что вы бы назвали зеркальной. Майкл, вы верите в эту историю? Нет. Я так и предполагал, что это будет ваш ответ. Но хотите верьте, хотите нет, Клевис спас вас. До этого мы думали, что Гай мертва. Он заботится о вас. Мы все заботимся. Теперь вы в нашем идеальном мире, куда попадают только люди с чистым сердцем. Наконец-то вы сможете отдохнуть в царстве Хранителя, а со временем вы станете бессмертным. Больше всего здесь могут беспокоить ваши уши. Они просто продолжают расти, понимаете? Меня зовут Винсент. Меня знают как библиотекаря. Если хотите продолжить наш разговор, встретимся в библиотеке. Однако, если вы просто хотите уйти и вернуться к своей обычной жизни, вы можете уйти и вернуться в любое время через хаб. Чувствуйте себя как дома. Винсент сказал нам, что его можно встретить в библиотеке. Туда мы и пойдем. Майкл, Я хочу поблагодарить тебя и людей, которые позаботились обо мне. Клевис что-то увидел в вас. Страдания, потери, разбитое сердце. Но несмотря на все это, вы не утратили свои моральные принципы. Если позволите, из всех выражений лица, которые я ожидал увидеть, когда вы проснулись, улыбка точно не входила в их число. Я годами искал человека, о существовании которого даже не подозревал. Теперь все изменилось. Вы проживаете прекрасную историю, и я вижу, что эта история движется к счастливому финалу. А вы как думаете? Можете ответить на мой вопрос? Столько, сколько захотите. Что вы хотите узнать? Откуда вы так много обо мне знаете? В моей библиотеке есть книги о каждом человеке, когда-либо рожденном, и о каждом человеке, который еще родится. Однако, читать их неэтично. На этот раз это был особый случай. Клевис попросил меня прочитать книгу Майка Сандерленда. И, честно говоря, я стал вашим поклонником. Ваша жизнь кажется вымыслом, в самом фантастическом смысле этого слова. Однако, теперь, когда наши судьбы переплелись, я не позволю себе читать о твоем будущем. Разве чтение моего будущего не даст нам ответы? Будущее нельзя изменить. И если ответ существует, мы его, естественно, найдем. Чтение о будущем может быть крайне вредным. Вы же понимаете, правда?
Где Клэвис? В настоящее время он ищет Рейнера. Ирония в том, что Рейнер всегда его находит, но когда все наоборот, результат кажется совсем другим. Но я гарантирую вам, он хочет узнать вас так же сильно, как и вы хотите узнать его. Что случилось с моим глазом? Мы попросили Григория провести исследование, но особого результата это не дало. Такое ощущение, будто внутри него дремлет некая сущность. Анимоя. Я тоже думаю, что это она. Это так. Я верю, что она потратила всю свою энергию, чтобы обеспечить вашу безопасность. Это подтверждает предположение о том, что там что-то находится в спящем состоянии. Хорошо, вы больше не одиноки. Что бы ни случилось, если только вы не потеряете глаз, что, на мой взгляд, маловероятно. Сколько времени я спал? Долгие 28 дней. Но за пределами владений Клэвиса должно было пройти всего 7 дней. В этой области время течет быстрее. Это зависит от желаний Зеркального. Для Клэвиса время летит быстро, но... Что ж, вы заметили, как медленно тянулось время, когда вы находились во владениях Гая? Ваша возлюбленная, казалось, совсем не постарела, не проявляла никаких признаков безумия. Моя гипотеза заключается в том, что для нее эти 3 года были всего лишь 3 долгими днями. Итак, вам нужно успокоиться. Давайте придумаем, как вытащить Алису Ривер оттуда и помочь Гае тоже. Что это у тебя на лбу? Вы имеете в виду замочную скважину? Я уже упоминал, что меня знают как библиотекаря, но это не значит, что я кто-то там просто так. Замковая библиотека обладает знаниями обо всей вселенной. Эта замочная скважина служит для меня упорядочением моих мыслей и памяти. Поэтому всякий раз, когда я использовал что-то конкретное, о чем читал сотни лет назад, щелчок-щелк, обладая таким багажом знаний, как можно было не знать, что муза жива? Однажды я покажу вам библиотеку. Она поистине безгранична. Нет, это буквально. Ответы на все вопросы в этом мире существуют, но найти подходящую книгу – вот настоящая задача. У вас еще есть вопросы? Как не убить это существо? Вы немного торопитесь, но я понимаю ваше нетерпение. Однако это не невозможно. Вам нужно будет убедить остальных зеркальных отдать вам предмет. Когда все 6 предметов окажутся перед окном, вам придется созвать принудительное собрание. Благодаря этому мы сможем понять, как решить все проблемы. Вы ведь об этом не задумываетесь, правда? Майкл, пожалуйста, пока не заходите туда. Настоящую библиотеку сейчас убирают. После этого Майк выходит из замка и идет к порталу. Про жителей этого места поговорим позже. Все, что сейчас было, это просто не описать словами. Никогда не думал, что по вселенной закулисья можно сделать игру с таким сюжетом. Честно скажу, благодаря вот этим негативным уровням, я еще сильнее полюбил эту игру. Да, может кто-то скажет, что это не прям супер, типа похожие сюжеты в других играх встречались. Но я напомню, что мы сейчас говорим про закулисье, и среди игр по этой вселенной это действительно новенько. Нет, ну вы мне попробуйте назвать игру про Backrooms с похожим сюжетом. Я честно вспомнить не могу. В основном на моей памяти это было либо хоррор, либо прогулка с ощущением страха лиминальности. И что удивительно, не все персонажи были придуманы именно в этой игре. Например, персонаж Алисы Ривер в Википедии являлся агентом Биг, и она пропала, когда попала на уровень 404. Профилию Аргаса, Гаю и Рейнера тоже можно прочитать. Тут, кстати, в фандоме по Backrooms упоминается про какое-то королевское сообщество. Возможно, отсюда и бралось вдохновение про зеркальных. И еще это, конечно, круто, что можно прочитать в Википедии про этих персонажей, но делать мы этого не будем, потому что, как сказал создатель игры под видео Yakuza of the Backrooms, уровни и персонажи на 90% переписываются, а это значит, что и пользоваться Википедией не можно, ведь разработчики могут все поменять и сделать по-своему. Ну, по крайней мере, пока не дойдем до пункта с персонажами, потому что и в самой игре мы не узнали никакой информации про них.
Он открылся! Дальше ждут события, после которых Майк случайным образом попадает в Джок Хаб. Привет, лузер! Я знала, что ты придешь раньше или позже. Куда ты собрался? Я думала, ты помогаешь людям. Что ты хочешь? Слушай внимательно. Я допустила ошибку, и это может иметь для меня катастрофические последствия. А какое это имеет отношение ко мне? Так, я слышала, ты уже имел дело с этими вредителями, которых называют мимиками. Это для тебя должно быть проще простого, правда? Газировка. Спасибо. Зачем ты его обслуживаешь? В любом случае, Майк, это моя новая кукла. Игрок игры. Виктор. 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 Игрок игры. О каком мимике ты говоришь? О, хорошо. Веришь или нет, мистик мастерицы игр? Невозможно. Если это правда, то ты должна быть уже мертва. Ты не ошибаешься, но есть логическое объяснение. Моя любимая кукла Момо наткнулась на эту штуку, и она умерла. И этот глупый клоун родился. Именно из-за этого у тебя новая кукла. Я нуждалась в нем, чтобы создать это место для меня, поскольку я не могу уйти из игрового зала. Этот клоун использует силу Момо, чтобы создать ложные уровни. И сейчас у нас есть это место, и мы имеем доступ к этим уровням. Зачем собственно давать такую мощную вещь кукле? Это не было большой сделкой. Я еще к реальности должен был создавать рекламу для моего уровня. Хорошо, дай-ка подумать, если я все правильно понял, где эта суперсильная сущность, которая практически манипулирует реальностью, и ты хочешь, чтобы я, человек, справился с ней? Это слишком много, но да. Окей, я в деле. Реально? Но я заберу ящик реальности. Хорошо. Мы пытались связаться с тобой уже несколько дней. Мне любопытно, что тебя сюда привело, но я рад, что все получилось. Тебе, наверное, пора идти. Я постараюсь помочь тебе, чем смогу. Чего ты ждешь? Если хочешь со мной поговорить, тебе придется быть мое побочное задание, чувак. Майк все-таки решает помочь и идет в первую дверь. Ты пришел, мистер Кеннеди. Отойди. Как же так, Майки? Ты просто ужасно ворчливый. Как правильно произносится твоя фамилия? Сандерс Кука? Что ты обо мне знаешь? Я знаю кое-что. Мне не стоит направлять эту штуку на людей. Люди? Прости. В любом случае, теперь ты меня не убьешь. Это было бы очень интересно. Мне интересно, для кого? Для них. Для меня? Знаешь что? Я думаю, эта школа слишком реалистичная. Я думаю, у меня есть очень веселая идея. Какого черта? Я думаю, что если вы хоть раз слышали про Балди, то думаю, вы уже знаете, что делать. Собираем тетрадки, отвечаем на вопросы и сбегаем. Майк! Майк, ты слышишь меня хорошо? Ты
Тот самый парень, что был раньше? Я сейчас занят кое-чем сомнительным. Я понимаю, но я хочу сказать, чтобы ты не использовал свой пистолет. Читерство в этих уровнях обычно ведут к ужасным последствиям. Понял. Кстати, как ты получил мою радиочастоту? Я с тобой свяжусь позже. Эй, подожди. К такому вопросу мы еще вернемся. У меня к нему есть вопросы. Это было очень неприятно. Большая проблема в том, что я создал это место для веселья, и мне не принесло удовольствия проиграть тебе. Ты знаешь, что я собираюсь сделать? Майки, если не получил веселье, будучи учителем, я получу удовольствие, будучи студенткой. Этим утром в школе страха ваш первый день в исследовательском клубе. Чтобы не затягивать, ведь весь уровень это диалог, то расскажу вкратце. Момо решает, что учитель это не ее, поэтому решает стать ученицей. На этом уровне мы идем с ней в школу. Виктор одевает маскировку учителя и с нами связывается, чтобы понять, узнали мы что-то или нет. В школе с диалогом Майка и Момо можно выяснить, что ее отец создатель мимиков. И об этом поговорим в блоке с теориями, там есть что обсудить. Но Момо понимает, что мы ее дурим, и у учителя она не программировала. Ладно, Майки, мы оба знаем, что это не сработает. Ты ведь не для того пришел сюда, чтобы играть со мной в школу, правда? Так для чего же? Пытаешься обмануть меня, притворяясь моим другом? Ты реально думаешь, что можешь обмануть меня, маленький лжец? Да, я понимаю, в чем дело. Честно говоря, мне не очень хотелось вести себя по-хорошему. В любом случае, я не могу тебя убить, как игрока. Давай, у меня кое-что есть для тебя. Моя собственная страна чудес. Мы попадаем в ее сервер по Майнкрафту. Кстати, это отсылка на мод для Майнкрафта Wonderland Jar. Привет!
Посмотри на улицу. О, здорово. Я буду к тебе. Ну это нечестно. О, ты пришел раньше, чем я ожидала. На самом деле, я еще не закончила. Мы будем драться здесь, или что-то в этом роде. В алмазной броне и все такое. Не знаю, я просто внезапно потеряла желание. Можешь ты выслушать меня минуту? Похоже, ты писать не можешь. Я оставила последние блоки и вдруг остановилась, чтобы немного подумать обо всем. Ты существуешь не просто так, верно? Я тоже. Вполне естественно воспринимать все как нечто уникальное. Но я не знаю, когда я смотрю на свое отражение, я так не чувствую. Внезапно все эти игры, которые я создаю, потеряли свой смысл. По крайней мере, тебе это доставляет удовольствие. Я забыла, что ты не можешь говорить. Думаю, после этого нам нужен перерыв, верно? Кажется, я преувеличиваю. Дай мне всего несколько секунд. Мы попадаем в вайбовый уровень. Здесь в целом можно жить, а еда у нас была бы только рыба. Мы можем видеть Момо, но смысловой нагрузки это не дает. Она просто говорит, что отдыхай, сейчас время сока. Ты можешь жить. Пока что. Пора выпить сока.
Ты готов идти? Мы попадаем на уровень, который некоторые игроки хотят, чтобы это стало реальностью. Ведь по их словам, старый Roblox лучше. Что с этим я бы и поспорил, если бы не то, что происходит с Roblox сейчас. Но это для совершенно другого видео. Это что-то типа ретро-стиль нулевого уровня. Идя по этому уровню, мы натыкаемся на Момо, которая попыталась нас напугать. Я напугала тебя. Слушай, прости меня за то, что я пыталась тебя убить много раз. Я клянусь, в этот раз я пыталась создать что-нибудь веселое для тебя. Давай исследовать, бро. Это счастливый город. Я сделала его, потому что любишь помогать остальным. Здесь многим людям нужна рука помощи. Момо нам говорит, что создал это место, поскольку Майк любит помогать людям, и признаться честно, место действительно неплохое, и Момо постаралась. Это самая высокая башня в мире. Легенда гласит, что ты даже можешь увидеть магические порталы наверху. Сюда мы вернемся, когда поможем этим троим нуждающимся. Классное место, правда? No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos out in the street. Tacos, all you can eat. Lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 yum. Мистер Золотая улыбка несчастлив. Через окно он может только видеть тупое радио и скучное облако. Bring your sour cream. Этот лузер завидует картине мистера Бобинского. Лоу, нам придется достать это для него. Что? Мистер Бобинский даже не настоящий? Он не будет из-за этого расстраиваться, чувак. Входя в дверь, мы попадаем... О,
надо ничего смотреть здесь. Я уже активировал одну кнопку. По сути, можно уже уходить, когда мы только зашли, ведь Момо нажала уже на кнопку, но никто не запрещает нам по нему пройтись. Я однажды видел это место в своем сне. Я не могла перестать думать об этом, так что попыталась воссоздать это. В итоге получилось не очень похоже, но да. Мне так и не удалось попасть в этот замок. Поэтому я даже не пыталась разработать дизайн интерьера для этого места. Не знаю, может часть меня просто думает, что я этого не заслуживаю. Во сне я играл с маленькими грибными человечками, которые здесь обитали. Они все повторяли: «Ты меня не поймаешь! Ты меня не поймаешь!» Проклятые грибы, им за это еще придется заплатить. Я называю этот уровень «Безумное королевство Момо». Мне кажется, все довольно хорошо сочетается. Тебе нравится? Местные жители были добры ко мне. Это было одно из первых дел, которые попыталась воссоздать, но это оказалось слишком сложно. Поэтому я отказался от этой затеи. После сделанных всех дел мы поднимаемся назад, и мы телепортируемся в... И ты сделал это! Ничто не остановит Майка Сандерленда, верно? Даже 3 ворчливых лузера. Нет, но это было действительно весело. В смысле, очень весело. Создавать игры, которые действительно нравятся людям, гораздо круче. Чувак, мне даже жаль, что я тогда пыталась совершить убийство. Извини за это. Ты на самом деле довольно отличный человек. Так что... Друзья? Майк! Майк! Как у тебя с планом убить этого проклятого клоуна, который изводит меня до глубины души? Неужели все так плохо? Лжец.
Привет. Я знаю, ты слышала звонок, но тебе нужно позволить мне объяснить. Я не хочу причинить тебе боль или что-то в этом роде. Мне всего лишь нужно, чтобы ты передала мне куб реальности. Куб реальности. Я думала, мы друзья, а ты все это время просто хотел меня обокрасть. Эта вещь очень опасная, чтобы играть с ней. Пожалуйста, поверь мне. Если так сильно этого хочешь, тогда подойди и забери это у меня. Наша цель победить Момо. Прекрати, Момо, так быть не должно. Злодею суждено проиграть герою. Даже если я выиграю, вселенная найдет способ, как все пойдет не так для меня и хорошо для тебя. Опусти косу, давай поговорим. Я действительно об этом думала, Майк. Возможно, я тоже могла бы стать героем. Давай поиграем в ролевые игры, Майк. Только один раз. Момо, зарядившись кубом из Фортнайта, начинает нам бить лицо. You shall die! И мы, конечно, не с первого раза, но побеждаем ее, к счастью, не убив ее. You shall die! Ты в порядке? Все кончено. Просто положи этому конец. Почему ты думаешь, что я хочу этого сделать? Потому что я наконец-то поняла свое предназначение. Я то препятствие, которое было создано исключительно для того, чтобы быть препятствием. Шутка, над которой смеешь не потому, что она смешная, а потому, что она настолько плоха, что на мгновение вызывает у тебя улыбку. Я знаю, что ты не хочешь быть здесь. Мастерица игр заставила тебя поиграть со мной. Так что даже не пытайся отрицать, что хочешь, чтобы это поскорее закончилось. И сейчас у тебя есть такой шанс. Закончи это сейчас и... Газировку.
Ха-ха, ты серьезно? Да, счастливый город был точно веселым. Тебе нужно улучшить имена. Что не так с лузером и мистером Золотым Лицом? Это были даже не имена, которые ты им дала. Хм. Ты прав. Я думаю, все, что мне нужно было, это друзья. Ты реально иногда разговариваешь как персонаж из видеоигры. А что ты смотришь? Ничего. Помнишь, когда ты говорила, что я люблю помогать людям? Не знаю, как вы двое пришли к такому выводу, но возможно ты должна попытаться поговорить с мастерицей игр. Вероятно, все сложится лучше, чем ты думаешь. Не могу попытаться. Я не знаю. Потрясающе. Сейчас мне нужно идти. Мне нужно достать этот куб моему супервизору. Майк, подожди. Еще есть время для следующего уровня. Конечно. И вот так я встретил Майка Сандерленда. Несомненно, это был незабываемый день. Кто-то скажет, что он зря потратил здесь время, но для человека, ищущего свою пропавшую возлюбленную, время может быть очень важным фактором. Is that a Garden of Banban reference? Да, 1000 дамблингс. Хороший улов. В качестве награды за нашу победу Момо дарит нам уровень рай. Так, ты уже хочешь уйти? Что это за уровень? Хорошо, я подумала наградить тебя, если ты меня победишь. Что ж, ты можешь еще подумать, если хочешь. Наградой был бы рай, ты мог бы жить здесь и все такое. Но еда там не настоящая, как и вода, и все равно умрешь от голода. Я мало что делала. В итоге у меня закончились идеи после некоторого времени строительства. Упс. Что ты собираешься сказать мастерице игр, когда ты доберешься до туда? Понятия не имею. Не нравится думать. Пустая голова – залог спокойствия ума. После изучения этого уровня Майк решает уйти. Так, ты уже хочешь уйти? Ага. Пристегивай свой ремень безопасности. Мы видим, что Момо и мастерица игры подружились. Майки, как дела? Похоже, у тебя с ней хорошие отношения. Да, кажется, у меня теперь 3 друга. Надеюсь, ты сможешь сделать так, чтобы мастерица игры была менее агрессивной. Я люблю насилие, но поскольку это просьба от близкого друга, я ее рассмотрю. Отличная работа, теперь их здесь 2. Ты разрушил мне жизнь. Это была шутка. Вероятно, после всего этого мы отремонтируем игровой зал. Загляни, когда все будет готово. Нам, конечно, не показывают диалог, как они сдружились, но судя по тому, как мастерица игр смеется с ее шуток. Сандер, скука! Нет, ты должен признать, что у этого глупого клоуна есть несколько неплохих идей для шуток. Видимо, недолго они обсуждали их дилемму. После такой долгой истории у нас устраивается картинка, что даже когда Майк ищет зеркальных, он все равно готов помочь людям по пути. Кто-то скажет:
Да, ты прав, это выглядит круто, но это не закулисье. Тогда я задам вопрос, а что для вас является закулисье? Мне кажется, что понятие такого явления, как закулисье, у каждого свое. Для кого-то это хоррор с большим количеством монстров, для некоторых это путь-одиночки по лиминальному пространству, для других это целая реальность, где люди адаптировались к этому миру, а для кого-то это мемы. Каждый человек видит закулисье по-своему, и создатели контента по Backgrounds вкладывают свои идеи, которые хотел реализовать. Поэтому, когда мы играем в игры про закулисье, то мы должны понимать, чего ожидать. И я играл во все эти игры, и мне понравилось. Просто нужно смотреть, что эта конкретная игра про закулисье хочет показать. И если нам не нравится такой подход, то надо уходить из игры, а не оскорблять всех тех, кто играет в нее. Так, ладно, это было лирическое отступление. Продолжая нашу беседу про хронологию Майка, хочется сказать, что его история связана не только с этими уровнями, но и с другими, и сейчас мы их обсудим. Чтобы видео не растянулось на долгие часы, где мы каждый уровень разбираем и закидываем хронологию, предлагаю сразу несколько уровней расположить в историю Майка и акцентировать внимание на интересные. Большинство уровней, где нет никакой концовки, это примерно больше 75% позитивных уровней, несколько подуровней, секретные, некоторые загадочные уровни, можно кидать в абсолютно любой таймлайн, хоть когда Майк не был биг, хоть и даже после завершения всей сюжетки, я имею в виду даже после обновления Реквием. Но думаю, что скорее всего в эти уровни он попадал именно тогда, когда он искал Ривер 3 года, ведь у него скорее всего были задания, которые давала Одри. Но походу он несколько раз попадал в одни и те же уровни, например в уровень 48 он скорее всего попадал больше, чем один раз. Первый раз еще с Ривер, а второй раз сам. Один. Наверное, когда искал ее, решил глянуть, где они раньше были. Но там он находит девушку, которая любит рыбачить. Ты никогда не знаешь, что море прячет. Но я найду. Скоро я изучу все виды рыб, которые существуют. И ты можешь помочь мне с этим. На, возьми это. Ты будешь знать, когда использовать это. Он получает у нее удочку. Кстати, скорее всего, именно в этот момент он решил сгонять на уровень 49 и уровень 50, как раз на другую концовку. Это все, я так думаю. Мне скучно. Если реально ничего не будет меняться. Хорошо, что я взял радио. Если бы я собирался жить на одном уровне, какой был бы? Уровень 974 хороший, несмотря на некомфортность. Я надеюсь, если я прекращу говорить, этот уровень поменяется. Ага, нет. Это не должно занимать так много времени, думаю. Правильно?
Спасибо Богу. Давайте тогда обсудим те уровни, где надо уже подумать, куда их разместить в хронологию Майк. Уровень Fun+. В него можешь попасть, сделав ноуклип через колпак на уровне веселья. Это странно. Этот уровень не ощущается как уровень веселья или уровень 283. Похоже, этот уровень еще не находится в каталоге. Посмотрим, что ждет меня. Погнали. Что это? Сейчас все становится все более ужасным. Привет. Не. Какая-то проблема?
Сделав все это, открывается проход. Человек. Это будет весело. Законченный матч. Майк! Теперь поговорим. Снято! Мы сделали это, ребята! И вот мы хотели посмеяться, что бог этого места умирает из-за 3 выстрелов из дробовика, как тут же убираются декорации, и оказывается, что это все был розыгрыш, чтобы снять фильм. Incredible performance, Mike. You better make us millions. Hiya, I'm 1000 Dumplings. Did you want an autograph? What do you mean you don't know who I am? I made the Partygoers and Level Fun. Did you know that? That I made the Partygoers and Level Fun? I also made the Game Master and the Partygoers. Did I mention that? Hey, listen, between you and me, as the creator of the Partygoers and Level Fun, this production sucks! Like, seriously, who came up with this? The Partygoers are supposed to be imposing and inscrutable antagonists that embody the fears associated with childhood trauma and the horror of deception. They're subtle! Ugh, I can't believe Meg is doing this to my characters. They're not just mascot horror characters. I mean, I know mascot horror. You ever heard of this game called Garden of Banban? I love Garden of Banban. Did you know that Stinger Flynn is actually an allegory for what? Hey, where are you going? Come back! Hey, good job, Mike. This movie was so much better than Level Fun. No, it's not. And you know what? I'm thinking about a trilogy. Everyone will talk about Meg Snyder movies. Hey Mike, enjoyed the movie soundtrack? Of course you did. It was made by me. You know, before this I used to put my music on YouTube. Dapper Husky. Yeah, now I'm here. Actually, you should check it out when you get back home. Мистер Сандерленд? Да я просто шучу. Как дела, брат? И знаешь, у тебя хорошее актерское мастерство. Что могу сказать? Я посещал уроки по актерству, когда я был ребенком. Я был ужасен. Я никогда не люблю актерить. Тебе стоит носить эту повязку на глазу в повседневной жизни. Но все равно становится поздно. Кто-то должен позаботиться о закусочных. Увидимся. Майк! Да. Что это? В чем цель этого? Это вид развлечения. Люди смотрят это на телевизоре. Телевизор? Привет, Майк. Ты думаешь, что создатели вечеринки будут злы на меня? За то, что я их пародировал? Ты говоришь про те вещи, которые не существуют. И они не существуют. Закулисье безгранично, бро. Они должны быть где-то. Ты не должен беспокоиться об этом. Им, возможно, понравилось твое выступление. Да, спасибо. Ты, возможно, прав. Подожди! Это не означает, что они хотят превратить меня в себе подобных. Мне нужно попить воды. После этого мы идем через открытую дверь и выходим из уровня. Куда этот уровень можно закинуть в хронологию? Помните, когда я рассказывал о путешествии Майка, я попросил запомнить один вопрос. Вот этот. Так вот, у меня вопрос. Как нам его могли задать? Нас спрашивают, какой уровень не настоящий. И ответом является уровень Фан Плюс. Странность заключается в том, что в касценах шуточных уровнях у Майка белый бинт в левом глазу.
В целом логично, он походу попал в эти уровни сразу после событий уровня 404. Но на уровне Fun Plus у него черная повязка вместо бинта. То есть выходит, что события этого уровня идут после шуточных уровней. Но почему-то на шуточных уровнях задают вопрос, который не должен существовать. В том видео, где я показывал геймплей, я задавался точно таким же вопросом. Я тогда предположил, что уровень Fun Plus не существует. Это легенда, выдуманная кем-то. Но после событий шуточных уровней, Калеб и его друзья решают разыграть Майка, создать этот уровень и рассказать ему, а также снять фильм. Главный герой, естественно, не верит сразу, но решат проверить. И тогда происходит событие уровня Fun Plus. Так что я этот уровень ставлю после Jockey Nation. Если на уровне 3 найти ключ, то он поможет нам открыть дверь. Там мы увидим машину. Мы попадаем в что-то в духе Форсаж от мира Backrooms. Я не могу остановить эту машину! Мне нужно оставаться рядом с машиной. Я даже не знаю, куда это ставить по хронологии, но поскольку он умел обращаться с дробовиком, ну давайте предположим, что он раньше не умел стрелять, или он сейчас осмелел стрелять по монстрам, то скорее всего он происходит после обучения Майка, ну потому что вход на этот уровень находится очень рядом с базой Омега. База Омега находится на уровне 1. Если на уровне 4 заработать крипту, как в духе тайкунов в Роблоксе, и купить ключ, то можно открыть дверь. Мы попадаем на уровень, который выглядит как круг. Но пройдя этот уровень, мы понимаем, что это не круг, а мы ходили по цифре 6, и сейчас будет там, где останется на всю жизнь.
Привет, Майк. Ты, возможно, не знаешь, кто я. Но не волнуйся, я не буду насмехаться над тобой. Я помогу тебе. Ты в бесконечном кошмаре, вызванном страхом темноты и гнилью. Это не феноменально? Но не волнуйся, здесь есть путь, который поможет тебе остаться в живых. Имя ему — Ритуал Горного Короля. Это означает, что тебе надо очень сильно ударить в стену, и тогда бежать не останавливаясь. Пока говоришь «Я насмехаюсь с тобой, жалкий король», тогда ты услышишь песню. Не останавливайся, пока музыка не закончится. Ты можешь меня поблагодарить потом. Увидимся скоро. Я насмехаюсь с тобой, жалкий король. Этот уровень, скорее всего, находится по хронологии после пропажи Ривер, потому что в надписи сказано, что человек, написавший записку, знает нас. Это, наверное, кто-то из сотрудников Биг, например, Феникс или Киото. Если на уровне -1 найдем дверь с надписью Whiteout, то мы можем попасть в белое место. Ищем белую дверь и попадаем в блокаут. Опасное место, но не для Майка. Попадаем на знакомый уровень. Следуй.
открываю дверь, другой ключ. Смертный. Хотя это меня напугало. Если вы наткнулись на меня так внезапно, полагаю, вы следовали за рыцарем в алом плаще. Типичный. Вы, должно быть, едва избежали смерти. Хорошо, что вас привели ко мне. Войдите в эту дверь, дитя мое. За ней найдите для себя безопасное место. Он дает нам доступ к сабхабу. Клэвис сказал, чтобы мы нашли спокойное место, но мы его верно слушаемся, поэтому идем на уровень 0.5. Это место, где много гличей. Вы допустили ошибку. Это место еще не готово. Вы обнаружили искажение на одном из подуровней, не так ли? Вы понимаете, какую ошибку совершили? Даже стены не построены. Даже стены не построены. Оглянитесь назад. Рендеринг уровней больше не работает. Нет, я разговариваю не с Майком. Я разговариваю с вами, игрок. Этой статуи здесь не должно быть. Вы до сих пор не поняли, что идти до конца пешком – это не самый лучший выбор. Прыгайте! Нам здесь, видимо, не рады. Плюс мы там же узнаем, что игрок и Майк — это два разных персонажа. И это объяснить я не могу. Скорее всего, по истории Майка сделали игру. Либо сущность на уровне ошибка над нами прикалывается, либо игрок это еще один попутчик Майка. Ну это ладно. Доходя до конца, мы делаем новый клип через эго. Что за... И, наверное, некоторые люди подумают, что Майк умер на уровне сломанный. Я тоже так думал. Но в базе Биг в разговоре с Фениксом можно узнать, что Майк выжил на этом уровне. А объяснение вот такое. Говорят, что Алый Странник и Хранитель Ключей помогли тебе избежать с определенного уровня. И тот факт, что тебе удалось выбраться из незавершенного уровня через пустоту. Я мало что помню. Я был без сознания. Я очнулся в сломанном. Потом снова потерял сознание. И в конце концов очнулся. Сломанный? Я никогда не слышал о таком нестабильном месте.
Это чудо, что тебе вообще удалось выбраться, сделав ноуклип через пустоту. Майк, ты настоящий счастливчик, даже Калеб с этим согласен. Все равно закулисье опасное. Оставайся в безопасности снаружи. Не думаю, что он мог сделать ноуклип через пустоту. Скорее всего, его могла спасти Энимой Зайн, либо Офелия, но то, что у него удача Дрейка, это 100%. Кстати, у Феникса можно узнать, что и уровень Алый Лес считается каноном. А мы его не обсудили, ну как раз он сейчас по списку. Если мы на уровне 9 найдем стоп возле красных деревьев, то попадем на уровень 9.1. Майк Сандерленд. Молодой вундеркинг во плоти. Конечно, я вас знаю. Люди говорят о вас в коридорах базы Альфа. Меня зовут Киото. Это немного странно, но это название моего родного города. Я не помню своего имени, так что можете меня так называть. Не спрашивайте, что я здесь делаю. Алое поле было очень опасным уровнем. Меня отправили на легкую уборку, да? Думаю, уровень уже считается пригодным для проживания. Мы все еще в Алом поле, но с того момента, как вы выйдете за эту дверь, вы окажетесь на совершенно другом уровне. Никто пока не нашел выхода, поэтому мне не хочется туда идти. Я пытаюсь сделать ноуклип сквозь стены на протяжении нескольких часов, чтобы попасть на случайный уровень. Сейчас у меня перерыв. Не думаю, что вам так же повезет, как мне, если вы достигнете опасного уровня. Так что увидимся. Удачи вам, золотой мальчик. Тут можно встретить различных жителей этого уровня, но это мы обсудим позже. Пока сейчас поговорим про прохождение Майка. Главный герой, блуждая по лесу, натыкается на дом, где человек, который находится возле этого жилища, говорит, что он его знает и просит зайти в дом. Привет, у тебя есть минутка? Кажется, я тебя знаю. Судя по всему, эти два персонажа обсуждали, как выбраться из Алого Леса, и я этот уровень стою до сломанного пути и после пропажи Ривер. Если в заброшенном аквапарке выбрать не желтую, не розовую и никакую другую еще корку, но выбрать синюю, то скатываясь по ней, Майк попадает в синий канал. Я нахожу себя потерянным в своих собственных блеклых воспоминаниях. Синий канал — это место, которое находится где-то в пространстве между уровнями. Но если судить по Вики, мы должны были видеть обрывки уровней, к которым можно попасть. Но в этой игре другая интерпретация. Я чувствую, как будто я никогда по-настоящему и не существовал. Все живые существа на Земле умирают в одиночестве, но здесь это неприменимо. Экзистенциальная пустота только растет внутри и снаружи моего собственного сознания.
конце концов, имеет ли это вообще значение? В этот момент я больше не хочу уходить. А что, если мы никогда не уйдем? И останемся здесь на некоторое время. Этот уровень можно ставить в любую хронологию, но я его вставлю туда, где Майк находится в депрессии от потери Алисы. Ведь это как раз сходится с тем, что он хочет отдохнуть на этом уровне. Кстати, это место вдохновлялось первой игрой от создателя The Backrooms Redacted, а именно Анимоя. Если мы послушаем совет от Хелия спрятаться в шкафу на уровне восклицательный знак, и пойти с самого начала этого уровня, то произойдет это. Ты считерил. Кто-то идет. Кстати, этот уровень тоже канон, ведь если вернуться опять к этому мимику, то она удивится, что мы выжили. А значит, это тоже канон. Если мы спрячемся в шкафу на уровне восклицательный знак, но мы пойдем в помещение, которое светится красным светом, то мы попадаем на уровень отель Чейз. Я бежал и бежал, пока я не перестал находиться в том отеле. Когда я
это осознал, я оказался на уровне, который казался раем. Меня поприветствовали ныне пропавшие сущности, имя которых является Зануды. Они сказали мне, что я буду в безопасности. Я вздохнул с облегчением. Несмотря на то, что мне казалось, будто я живу в раю, у меня все еще оставались дела, которые нужно было решить. Ты реально уходишь? Да. Ты сказал, что хочешь остаться. Ты здесь в безопасности. Ты не можешь подвергать себя опасности. Есть люди, которые по-прежнему нуждаются во мне. Я вернусь, но не один. Именно из таких вещей я не могу допустить, что ты подвергался опасности. Я пойду с тобой. Офелия, ты сущность. Я не могу просто так прибыть на базу Омега, имея рядом с собой Мимика. Но сейчас ты должен знать, что я сделаю все, чтобы ты был в безопасности, даже если ты этого не хочешь, хорошо? И я это знаю. Я никогда не спрашивала, но кого ты хочешь привести на землю обетованную? Моего супервизора, несколько коллег и Зануду, которого я знаю. Если я смогу убедить SCP отпустить его. Ты реально готов рискнуть своей жизнью ради этого? Да, я готов. Я буду следить за тобой, Майк Сандерленд. Увидимся позже, Офелия. Я этот уровень тоже ставлю после пропажи Ривер. Про мимиков мы обсудим позже, ведь на первый взгляд это просто сущности, но на деле есть кое-что, что можно обсудить. Кстати, как раз с этого момента теперь Майка защищают две сущности. Если мы на уровне 4 найдем ключ в помещении с разбитым стеклом, то мы сможем открыть дверь. Это место абсолютно темное, с чувством пустоты, бродя по которому Майк ощущает, как будто он растворяется. Здесь так темно и холодно, что я даже больше не ощущаю свое тело. Я растворяюсь в прошлом, я навсегда исчезаю в тени. Растворение. Майку нужно найти пентаграмму. Найдя и сделав ноуклип, попадаем в дом. И как хорошие гости, еще пистолет убиваем владельца дома. Позитивненько. Владельца можно понять, ведь он просто хочет жить в своем доме. А тут лезут всякие туристы. Да, может мы попадаем случайно, и это не наша вина, но все равно он оправдан. На этом под уровнем дымчато-серого можно жить, ведь оно лишено опасных сущностей. Главное не злить ангелов. А вот и ангел. Сделал это с вами. Отправь меня на территорию.
поосторожнее. Мы выбираем место, где тоже люди живут, но они не дружелюбны и готовы сразу отправлять людей в будущее, где они умрут. А делать все эти приколы им помогают наручные часы. Но Майк, походу, обладает иммунитетом Эфирона, раз даже после попадания в него часами он не отправляется на уровень могилы. А вот если с одного раза попасть по наглецу, так тут же он испытывает незабываемые чувства. Попадаем в город, походу со времен Второй мировой, поскольку слышны звуки сирен. На него охотятся безликие воры. Но я думаю, если бы была возможность их побить, то маг бы так и сделал, учитывая то, что он пережил недавно выстрел часами. Но мы идем дальше. Найдя случайным образом проход, судя по всему в метро, но на деле в коридор, то какая-то сущность начинает нагнетать, что вот мы растворяемся, мы умрем. Вся надежда ушла. Ага, уровень сломанный и уровень 1004 с тобой полностью согласны. Никто не придет на помощь. Мы растворяемся. Мы все мертвы. Ты зашел слишком далеко. Слишком много слоев реальности обрушилось на тебя. Думаешь, ты вообще можешь понять, зачем ты живешь? Добро пожаловать в конец. Я единственный тобой. Мы едины. Реальность померкнет, ад укроет. В дымчато-серой. Погружение в дымчато-серое. Да, концовка «Потерянная надежда». Видимо, это относится к той сущности, которая потеряла надежду закинуть Майка в ее темный серый мир. Я просто думаю, что если Майк пережил пространство, которое буквально ломается и место с которого невозможно сбежать, то он из дымчатого серого смог сбежать. Я его сую вот сюда. Помните, мы получали удочку на уровне 48. Так вот, во время депрессии Майк решил рыбачить, чтобы попытаться на какое-то время забыть о пропаже Ривер. Понимаю его, утрата близкого друга дается нелегко, причем не только одного, а двух, но на тот период он о ней забыл, из-за Happy Files. Ладно, что-то оторвались. В общем, когда он рыбачил, то случайно он набрал 10 уровень мастерства, что позволяет ему попасть в рай для рыбаков.
Мы выпадаем на уровень синий горизонт. Там можно встретить девушку, которая и дала ему эту удочку. Путешественник, я вижу, ты заработал право быть здесь. Я горжусь тобой. Спасибо. Что здесь? Хорошо, ты можешь отдохнуть, рыбачить и посмотреть на горизонт. Здесь не так много чего, честно. В любом случае, круто, спасибо. Впереди еще долгий путь. Попутный ветер, мой друг. Пусть твое путешествие будет легким, а улов обильным. Ты когда-нибудь слышал про уровень 1000? Уровень 1000? Там должно быть очень сильный ветер. Я это слышала. Мы знаем его как колоссальный океан. Это место, где обитают величайшие звери, имеется лучшая еда, и где можно ощутить величайшее чувство свободы. И, возможно, именно там находится мой отец. Если ты планируешь туда пойти, думаю, тебе стоит подготовиться к этому эмоционально. Я уверена, мне нужно будет подготовиться. Но если ты за несколько дней можешь стать опытным рыбаком, то и я смогу стать таким же сильным, как ты. Верно? Попутный ветер, мой друг. Пусть твое путешествие будет легким, а улов обильным. Майк! Почему ты все еще здесь? Я не знаю. Это весело? Ага. Наверное, это меня немного успокаивает. Некоторые вещи, которые ты делаешь, я действительно не понимаю. Ты несколько часов сидишь в неудобном положении, ожидая рыбу. Как это тебя успокаивает? Ну, не всему нужна причина. Иногда тебе нужно просто немного терпения и наслаждаться мелочами, чтобы потом не пришлось ни о чем жалеть. Ты говоришь об этом человеке? Ага. Я думаю, она оказала огромное влияние на мою личность. Я понимаю, это звучит так, будто я ищу поводы для воспоминаний. Но в любом случае, я уже давно стараюсь наслаждаться жизнью. Наслаждаюсь тишиной, водой под ногами, морским бризом. Все это успокаивает меня. Ты хочешь, чтобы я помолчала? Чтобы ты мог насладиться тишиной? Ну, я также рад быть рядом с тобой. Так что давай поговорим. Это меня радует. Какая твоя любимая еда? Рис. Рис? Какое твое любимое оружие? Я не ожидал такого вопроса. Это банальная тема. Я не... Хорошо. Дробовики хороши, я так думаю.
О, подожди, я думаю, я поймал рыбу. А, наконец-то. Это место можно ставить после путешествия Земли обетованной и 50 уровня. В диалоге упоминалось про уровень 1000, но чтобы узнать, как туда попасть, надо пойти в уровень 6.1. Прекрасное место, обустроенное Колебом. Он раньше был где-то биг, но решил отойти от дел. Про него поговорим чуть позже. Нам же пока надо подняться наверх. Узнав у путешественницы, что нам надо двигаться на уровень -8 и найти лифт. Через долгий путь или через негативный хаб мы попадаем на этот уровень и ищем лифт. К слову, нам не надо идти к Саймону и просить открыть дверь. Находим лифт, который открывается с шансом 45% или 10%, если вы не прошли через 4 уровень. Почему вы это не сделали? Вы зашли достаточно далеко. Теперь настало время для вашего суда. Вы никогда отсюда не покинете. Разве вы не сожалеете о совершенных грехах? Разве вы не сожалеете о тех людях, которым причинили боль, о друге, которого оставили одного в больнице? Вы сами виноваты в том аду, в котором сейчас находитесь, Майк Сандерленд. Майк, вы потеряли все, что могли потерять. Сначала потеряли лучшего друга, а потом еще и Ривер. Вы не жалеете об этом? Да. Я сожалею об этом каждый божий день.
Я жалею, что я не остался с ней до его последних минут. И жаль, что я не рассказал Риверу о своих чувствах перед тем, как она отправилась в свою экспедицию. Мне хочется плакать, мне хочется все бросить, но я не могу этого сделать не раньше, чем сдержу это обещание. Я сожалею обо всем, что сделал, но я не остановлюсь сейчас. Начинается новый цикл. Из этого мы узнаем, что оказывается с уровня 1000 можно попасть обратно на уровень 0 и так далее. Я надеюсь, в будущих обновлениях нам подробно покажут про этот уровень. Просто хочется походить по нему. Но это ладно, мы еще узнаем, что у Майка был лучший друг, Не, который умер в больнице. А Майк не пришел к нему, о чем он сожалеет. Но поскольку у нас только 2 упоминания о нем, то возможно он мог умереть не в закулисье, а на земле. А если он умер именно в Backrooms, то тогда это может объяснить некоторые моменты. Помните, я на уровне -3 говорю про какого-то человека. Я думаю, что это был Не, а надпись после увиденного отражения может подтвердить мою теорию. Я этот уровень ставлю перед синим горизонтом и после пропажи Алисы. Если мы пройдем уровни восклицательный знак 94 и 404, про 94 поговорим позже, когда дойдем до персонажей. Тем самым докажем, что мы достойны, то сможем через уровень 25 попасть в уровень 3999. Там можно взять записку с заданиями и, сделав их всех, то на этом уровне откроется дверь и мы сможем выйти. Майк! Команда Валса нашла новый уровень. Я думаю, тебе он понравится. Ты хочешь пойти туда со мной? Майк. Я слышал про Ривер. Ты в порядке? Да, я в порядке. Мое тело не двигается. Что я делаю? Если я сейчас уйду,
Я повернусь спиной ко всем, кто обо мне заботился. Верил в меня. И даже те, кто любил меня. Хотя этого хочу больше всего на свете, я не могу уйти. Остаются еще проблемы, которые необходимо решить. Если она была здесь, она бы не позволила мне это сделать. Я думаю, что с того момента, как ты упадешь сюда, пути назад нет. Чем ближе я к выходу, тем мои обязанности кричат громче. Как бы это больно ни было. Майк походу подумывает о том, чтобы уйти. Возможно, он из-за депрессии хочет сбежать из-за кулисья. Его можно понять, он потерял дорогих людей. Но Майк все равно уйти не может. Его совесть просто не позволяет этого сделать. Вот как бы вы сделали, будь на его месте? Ушли или остались? Кстати, интересный факт. Если мы пройдем уровень 404 и уровень 1999 до того, как получим концовку Big, то будут совершенно другие концовки. Например, на уровне 404 будет концовка Fragmented. То есть, походу, Майк умер, или его взяла Гай в свое подсознание. А если пройти уровень 1999, то нам покажут катсцену. Я не могу поверить. Я действительно ушел? Возвращение к нормальной жизни. Даже когда меня никто не ждет. Я думаю, что в этом году меня не ждало ничего хорошего, верно? Да, все верно. Я рад, что жив. И это интересно. Выходит, что если мы не знаем, что Майк стал агентом Big, то Майк им и не будет. И мы получим те ситуации, которые произошли бы, если бы он не нашел Капибару. Если на уровне конец найти все цифры в фальшивых реальностях, то, введя пароль за компьютером, откроется дверь. Пока поднимаемся на уровень, можно заметить записку, которая просит нас прыгнуть. Если этого не сделать, а подняться наверх, Я облажался. Я думал, что если поднимусь достаточно, я наконец-то выберусь и появлюсь там, где я хочу. Но в конце я закончил подниматься там, где я начал. С конца до начала. Грустный и несправедливый путь. Возможно, я потерялся. Возможно, я расстроен. Но в этой жизни у меня есть только одна неоспоримая истина.
Чем дальше я буду двигаться вперед, тем дальше я буду от себя прежнего. Я долго потрачу время в этом моножелтном безумии, ближе, как я теряю сознание. А если прыгнуть? Мое имя Майк Сандерленд. Я был агентом Биг 3 года. Моя миссия была изучить уровень конец. У них были ожидания, что я смогу выбраться из закулисья. Что ж, они были правы. Я реально сделал это. Эти две концовки могут быть каноном. Смотрите, в плохой концовке Майк попадает на уровень 0. Да, говорится, что он теряет надежду на побег, но что мешает ему еще раз пойти, только спрыгнуть? И тогда будет хорошая концовка. И судя по тому, что у него есть повязка на глаз, это означает, что да, это канон. Только эта концовка находится в самом конце истории Майка. Но знаете, мы про эту концовку поговорим в теориях. Просто у меня есть один вопрос к этой концовке. Зачем? Эта игра не только про историю Майка, но еще она рассказывает про то, как люди живут в закулисье. Можно видеть, как в безопасных и даже иногда в опасных местах люди адаптировались и живут. Кто-то даже живет на 7 уровне. И вот еще пример, где можно встретить людей. И почти каждый рассказывает, зачем он здесь находится. Вот, например, эта девушка ищет друга. Один вам расскажет, как живется на уровне 10. Одного вообще посадили в своеобразную тюрьму на 26 лет. И знаете, это круто. Нам показывают, что закулисье это не просто страшное место. Нам показывают, что даже попадая в другую реальность, люди все равно могут устроить себе нормальную, спокойную жизнь. Слушая их, ты понимаешь, что закулисье не всегда надо считать опасным местом, а даже своим новым, уютным домом. Согласитесь же, что вы, наверное, хотели бы жить в этом месте, находиться в безопасном уровне и наслаждаться жизнью. Давайте теперь поговорим про отдельные случаи. На уровне Алый лес видно, что да, люди не могут сбежать с этого уровня, но они не отчаиваются, а живут. Кто-то даже прожил всю жизнь. Вот пожилой человек говорит, что скучает по своему сыну и разводит костер в честь него. Я уже слишком стар для подобных вещей. Мой сын был первым человеком, залезшим на эту гору. Он тот, кто поставил этот флаг. Он был вашего возраста, молодой человек. Мы приходили сюда каждый день после обеда. Он сказал, что именно вид на эти горы вдохновлял его. Я скучаю по сыну, понимаете? Мы не знаем, что пронесет завтрашний день, молодой человек. Каждый поздний вечер я прихожу, чтобы разжечь в его честь костер и согреть память о нем. Один сторожит чей-то дом. Чувак, какой потрясающий пейзаж, правда? Нет, успокойтесь, вы не вторгайтесь в чужую собственность, это не мой дом. То есть, на данный момент, я, можно сказать, присматриваю за этим домом, пока хозяин не вернется. Я даже не знаю, кто владелец, и он понятия не имеет, что я этим занимаюсь. Но, как говорится, одна рука моет другую, верно? А девушка говорит, что они построили дверь выхода в надежде, что она откроется. К вашему сведению, это не настоящий выход. Людям всегда становится страшно, когда они это видят. Ну что ж, эту дверь сделали мы. Мы создали это в надежде, что сможем открывать и закрывать его столько раз, что это превратится в настоящий выход. Как видите, ничего хорошего из этого не вышло. Но думаю, попробовать не помешает. На уровне 6.1 мы можем увидеть, как Колеб обустроил этот уровень. Здесь можно увидеть детей. Я не доверяю людям, но здесь по-другому. Я не знаю, как это объяснить. У нас здесь планы поставить лагерь для каждого в округе, с разрешения Колеба. Ты хочешь помочь? Взрослых. Не проси ничего другого попить. Он дает мне только воду. Это, конечно, не то, что я заказывала.
Но все равно хорошо. Эй, где мы снова? Калебу получилось построить рай, где он рад каждому человеку и принимает любого, кто хочет жить здесь. Кстати говоря про Калеба. А кто он? Как известно из диалогов, он раньше был агентом Биг. Но что произошло? После чего он решил уйти, но все равно в хороших отношениях с этой организацией. Также он не хочет рассказывать про шрам возле глаза. Он просто говорит, что лучше не знать. Также из катсцены после победы над Happy Fast становится известно, что Киото и Калеб знают друг друга. Еще из диалогов можно выяснить, что он был лучшим снайпером. Он вместе с Киото пошли делать чистку уровня 9. Также до попадания в закулисье он преподавал уроки актерства. Он признается, что был плох в этом, хотя на уровне Fun Plus он сыграл нормально. Увы, это все, что про него можно узнать. Про Киото еще меньше информации. Она является агентом Биг. И похоже, она является неким суперсолдатом, которого отправляют делать очистку уровня от опасных существ. Например, уровень 9. Она вместе с Калебом отправилась очищать уровень. Она там сразилась с монстром, который выглядит как ходящий глаз. Ее отправили в Алый лес, но она поняла, что он и так нормальный, и очистка не нужна. Известно, что она сильнее обычного человека. Возможно, силу дает ей меч. А это оружие она получила от Одри. Известно, что она даже сталкивалась с Алым Путешественником, то есть Рейнером. У них была драка, и она победила его. Возможно, ее когда-то отправляли убить сущность 666, но она проиграла, и про нее все забыли из-за Happy Files. Но после победы Майка над ним она жила. Либо ее Happy Files не убивал, но из-за его эффекта она забыла про Калеба. Также у Киото есть зависть к Майку, потому что много где говорят про него. Отсюда и ее слова «золотой мальчик». Или вот Феникс говорит, что Киото много говорит про Майка по радио. Ее еще можно встретить на уровне мечта Киото, где она медитирует. Она пытается игнорировать Майка, но все-таки отвечает на его некоторые вопросы. Также отсюда можно узнать, что она сталкивалась с Офелией, и у них походу был спор или конфронтация. Похоже, она либо имеет обиду на Майка, либо пытается так притягивать к себе внимание того, на кого она имеет зависть. Про ту девушку, которая любит рыбачить, известно мало. Знаем только то, что ее отец попал на уровень 1000 и не вернулся, а она хочет найти его на этом уровне. Мы лишь даем совет, что надо быть лучше подготовленным. Если на уровне 15 быть внимательным, то можно найти карточку, которая открывает доступ к некоторым местам. Отсюда можно узнать, что ученые проводили здесь опыты. Здесь записка на столе. Прочитать? Да. Эта записка должна быть доставлена Генри Красинскому с группы С. Писатель ученый Джонатан Рид из группы А. Я пишу записку с целью анонсировать мое групповое отправление из уровня 15. Мне нужна твоя поисковая команда, чтобы найти лучшее место, где мы сможем руководить нашим исследованием. Я уже предупредил мистера Скотта, что это будет нехорошая идея выполнять исследования в коридорах будущего, но он настаивал попробовать принять эту окружающую среду как прекрасное место для работы. После всего у нас есть кровати, кафетерии, лаборатории и оборудование. Хорошо, но он не учел того, что оборудование даже не работает. Складывается ощущение, будто это всего лишь копия, призвано имитировать что-то футуристичное. Ничего из этого не имеет смысла. И к всему прочему, оборудование и все, что мы принесли сюда, с концами исчезают и появляются в случайных местах. Так далеко, что мы до сих пор не нашли всех гончих. Эта работа с этой окружающей средой невозможна. И именно поэтому я ухожу. Исследования миндальной воды подождут. Это третий раз, когда я пишу эту записку. Похоже, каждый раз она пропадает, и я не могу найти ее снова. Я надеюсь, это будет последний раз. Я также надеюсь, что у вашей группы будет все хорошо. Здесь записка на столе. Прочитать? Да. Эта записка была написана ученым Мия Харвелл, член группы А по одной стороне с Джонатаном Рид. Я хочу написать отчет по моим последним исследованиям внутри уровня 15, также известного как коридоры будущего. Коридоры ощущаются бесконечными, а иногда даже возвращают в одни и те же комнаты. Я заметил странные символы на панелях. Они не относятся к ни одной системе, которую мы знаем. Джонатан верит, что мы должны скоро уйти, но я думаю, у нас здесь слишком много работы. Здесь записка на пол. Прочитать? Да. Это что-то чудесное. Не знаю, осознают ли они масштабы нашего открытия. Писатель ученый Лукас Дос Сантос, группа А. Мне посчастливилось случайно найти банку миндальной воды. Я решил спрятать ее. Я хотел провести свои тесты. 3 года назад я потерял безымянный палец левой руки в зеркале ключей на уровне -3. Сегодня я полил руку водой, и палец снова вернулся. Это безумие! Я покажу это Джонатану, но я знаю, он отдаст должное всей команде, а не мне. Так что если ты это читаешь, теперь ты знаешь. Я изучил эффекты без группы А.
и записка на столе. Прочитать? Да. Эта записка была написана ученым Дэниел Кросс. В настоящее время размещен в группе А. Уровень 15 выглядит совершенным и безопасным, но выживание здесь непросто. Еда, припасы исчезают ночью, и отдых здесь просто невозможно. Под светлыми лампами. Некоторые двери ведут никуда, другие забирают нас в ловушку. В дверях без конца. Джонатан и Мия оба имеют свои мнения, но я больше беспокоюсь за сохранение нашей команды в живых. Как гласят записки и по окружению, они изучали эффекты миндальной воды, изучали тусовщика и гонщего, но они решили уйти с этого уровня по какой-то причине, возможно было ЧП. Уровень 94 именно в этой интерпретации раньше являлся хорошим местом. Был благородный король, но потом этот уровень превратился просто в ужасное место. Мы это можем выяснить все у пленных. Ла-ла-ла-ла, я рассказываю эту историю снова. Жил-был когда-то король, который не умел улыбаться. Он был печальным королем, он не умел вселять уверенность в своих подданных. Король был настолько добр, что готов был сделать все, чтобы вызвать улыбку на его лице. Среди ночи он увидел себя в зеркале. Его отражение улыбалось, как солнце. Мой король, что тебя так огорчает? Я улыбаюсь тебе. Почему ты не улыбаешься мне в ответ? И как бы ни старался этот король, как бы ни улыбался, он не мог скрыть свои печали. Однажды зеркало устало пытаться и сказала: «Мой король, почему бы нам не поменяться местами?» И с того самого дня король, который не мог улыбаться, стал лишь отражением того, кем он был прежде. Но эта история не о короле и зеркале, а о человеке, который столкнулся со своим собственным безумием. Ла-ла-ла-ла, я рассказываю эту историю снова. Путешественник, приехавший издалека, чтобы увидеть короля. Неужели ты намерен просить его показать тебе путь из королевства? Не хочу быть занудой, но чтобы вы не говорили, если вас победил анимированный король, единственное, что имеет значение, это с кем вас арестуют. Палач, бард или тот, кто с вами разговаривает. Я посвятил годы своей жизни служению королю. Даже когда он превратился в чудовище, я заключал в тюрьму всех, кого он просил, в надежде на его милосердие ко мне. Я сожалею. Единственное, что я получил за это, золотую тюрьму рядом с ним. Я не жду, что вы меня поймете, но не осуждайте меня за то, что я сделал. Пожалуйста. Но мы должны осуществить справедливость, поэтому идем давать морду этому королю. Безопасное место. Оставьте сообщение. Мяу. Я встретил девушку, которая выглядела как моль на уровне 5. Когда я спросил ее про безопасное место, она дала мне карту до этого места. Нельзя кому-то просто своровать все эти письма. Я боюсь длинных людей. Я оставил эту записку очень давно. Я надеюсь, смогу воплотить свой сон в реальность. Кто-нибудь прочитает это? Я пытаюсь поспать здесь, но мне страшно. Здесь не так уж и безопасно. Я здесь уже нахожусь 3 дня. Здесь реально безопасно. Эти сущности, которые я вижу, не подходят близко ко мне, когда они видят меня. Извините, я не знаю, что написать. Я мечтаю присоединиться к большой колонии, и я оставлю письмо, если я достигну своей цели. Я видел девушку Моль тоже. Она сказала мне, чтобы я поговорил с ней после того, как я доберусь до конца. Привет. Ок.
Я люблю кое-кого, но они живут на уровне 1, и я живу на уровне 9. Что я должен сделать? Ты живой. Ты существуешь. Не принимай это как должное. И ни в коем случае не опустошись. Что если я не хочу этого? Других писем больше нет. Эта записка застряла в почтовом ящике. Прочитать? Да. Привет. Я писал много писем. Что я забыл, сколько я их написал? Кажется, когда кладу записку сюда, почтовый ящик снова опустошается. Вот так они удостоверяются тем, что никто не уходит. В организации Big есть еще другие члены, которых можно увидеть на базе. Одри, супервизор, мы можем ей показать отчет про Офелию, где она думает, что этот мимик может быть небезопасным. Можно с ней обсудить уровень Дета, где она проталкивает мысль, что эти зеркальные, да, его спасли, но они могут использовать его для чего-то большего. И она говорит, что поможет нам, и просит зайти в комнату архивов. Дальше можно встретить Эдриана. Он ученый, который орет, когда мы с ним говорим. Также мы получаем информацию, что он хочет изучить Офелию. И от него можно узнать, что мы неправильно представляем мимиков, ведь мы не знаем о их настоящей форме. Олег пожилой участник Big, он таскает коробки на уровне 20, и ему не нравится, когда Астрид много спит. Также именно Алек подтолкнул Майка к столу, когда был день рождения Ривер. Астрид, она является тренером, и ее лучше не трогать, пока она спит. Ее можно понять, она слишком много обучает новичков, ей реально нужен отдых. Новичкам с ней нелегко, но зато через тяжелый труд можно многому научиться. Аврора, девушка с голубыми волосами, от нее можно узнать, что, во-первых, все тут за него переживают, а во-вторых, что он обещал ей пойти вместе в какой-то хороший уровень, который он нашел. Но это все, что неизвестно. Дальше идет Миления. Про нее можно узнать, что она попала в закулисье, пока смотрела на птиц. Нашла там комнату Манилы и начинает свое выживание в закулисье. А потом попадает в Биг. Также она иногда думает, что Майк иногда фальшиво улыбается. Скорее всего, он так скрывает депрессию после потери Ривер. Рядом с Миленией находится Ксавье. Про него неизвестно, кроме того, что иногда он ленится. На этом все. Дальше можно встретить Феникса. От него мы как раз и узнаем, что уровни сломанный Алый лес является каноном. Он, как и мы, в шоке с того, что он выживает в очень опасных уровнях. Также считает, что Киото имеет зависть к Майку. А он прав. Кто будет в радиоканалах часто говорить про него и называть золотым мальчиком. Дальше есть девушка. Она просто сидит на кровати и все. Теперь можно обсудить жителей уровня Дельта. Скажем так, эльфы. Они, скорее всего, раньше были людьми, но долгое проживание на этом уровне сделало их бессмертными, и уши выросли. Можно встретить пожилого человека, который занимается рыбалкой. От него можно узнать, что лучше попасть в этот мир молодым, чтобы стать бессмертным именно в этом возрасте. Еще можно встретить местного, который готовится к ярмарке. Можно зайти в дом, и там встретим эльфа. Возможно, его имя Григорий. Не знаю, почему я так думаю, но он больше похож на того, про кого Винсент говорил Майку, когда объяснял про ранение глаза. В этом же доме можно найти карту. Пройдя немного возле того дома, мы попадаем в синий лес. Тут можно найти гриб, где, по словам Момо, она играла с грибными жителями. Кстати, дома этих смурфиков можно найти неподалеку. Есть руины, где нарисован ключ Клависа. Может быть, это кнопка? Рядом с озером можно встретить местного. Она лежит и смотрит на небо. Она не советует нам пить воду, потому что иначе будет болеть живот. И еще местных можно встретить неподалеку от синего леса. Эти существа, которые раньше были людьми, живут на этом острове. И даже, скорее всего, не путешествуют по другим уровням. А зачем? У них уже все есть. Они буквально могут жить до бесконечности в этом прекрасном месте. Они даже не говорят, как дела, потому что настолько привыкли к бессмертию, что даже не задаются таким вопросом. Ведь и так известно, что все хорошо. Но это мы обсуждали только наружную часть этого уровня. А еще же есть замок. Во владениях хранителя можно встретить уборщицу, которая рассказывает, как они убирают такой большой замок. Эльфа, который охраняет вход в хранилище ключей. И еще можно увидеть, как они выращивают арбузы, хотя это они называют по-другому. Майкл, я вижу, вы наконец проснулись. Вы знаете меня? Конечно, я знаю. Винсент, Григорий и я заботились о вас все это время. Где мои манеры? Мое имя Беатрис. Я архивист замка. И Григорий это... Наш лекарь. Я уверена, он находится на северо-восточной деревне. Заботьтесь о юной девушке. Вы должны с ней скоро встретиться, Майкл.
А что известно про Винсента? Рыбак говорит, что он очень вежливый, и не мудрено, почему Клэвис выбрал Винсента, чтобы он был его правой рукой. Винсент терпеливый и говорит размеренным тоном человека, который прочитал все когда-либо написанные книги, но никогда не использует свои знания, чтобы принизить других. Он искренне заботится о Майке и о других жителей, живущих на этом уровне, рассматривая их не как подданных, а как соседей. Винсент обладает бессмертием, интерфейсом памяти, скажем так, замочная скважина. Как гласит Вики, золотая замочная скважина на его лбу напрямую соединяется с каталогом бесконечной библиотеки. Вставив настоящий ключ и повернув его, Винсент может мгновенно вспомнить любую информацию, которую когда-либо читал. Он описывает это как менее страшное, чем лоботомия. Также он имеет доступ к библиотеке, где написана каждая книга о каждой душе, которая еще не родилась. И похоже, что Винсент общается со зеркальными, или он выступает в роли посредника. А что касается прозамка, то скорее всего он принадлежит не всем зеркальным, а только одному, Клэвису. Раз мы можем видеть много рисунков ключей, и такой же рисунок можно увидеть и снаружи. Кстати, этот замок настолько необычный, что некоторые двери буквально телепортируют в другие комнаты, куда невозможно было попасть. Но просто я не могу вообразить, как это должно выглядеть в реальной жизни, кроме как непоказанного коридора. Я говорю про какую-то логику закулисья, где логика отсутствует. Теперь давайте поговорим о зеркальных. Их 7. Асарис, Рейнер, Клэвис, Аргас, Гай, Филия и один неизвестный. Поговорим про каждого, кроме 7-го. Про него обсудим позже. Асарис. Смерть. Этот персонаж придуман именно в этой игре. Я не встретил ни одного упоминания вне The Backlands Redacted. Она связана, скорее всего, с уровнем могила. Рейнер. Война. Формально мы его видели, когда убегали от похитителя костей. И косвенно, когда узнали, что Киото сражалась с ним. Он очень сильный и способен своим мечом разрубить похитителя костей. Ученые Биг предполагают, что он режет мечом на концептуальном уровне, отделяя цель от самой реальности. Рейнер способен предвидеть смертельные опасности, либо у него пассивное осознание всех открытых конфликтов закулисья. Несмотря на его рыцарскую броню, сам по себе он не издает ни звука шагов. Он обладает аурой запугивания, слабые существа просто убегают от него. Также у него дружеские, почти братские отношения с Клэвисом. Алый путешественник умел находить Клэвиса, но сейчас он куда-то пропал. И теперь Клэвис ищет его. Будет странно, если он умер от Киото. А еще интересно, почему они сражались? Это был дружеский поединок или у них произошел конфликт? Клэвис. Защита. Вживую мы видели только 2 раза. После спасения Рейнера и после атаки Гай. Очень хочет повидаться с главным героем. И именно он показал книгу Майка Сандерленда Винсенту. Клэвис способен открывать порталы в различные уровни, используя свои ключи. Аргас. Справедливость. Он является законом закулисья. Правда, какие законы в этом мире есть, я не знаю, но этот самый закон действует. Вот он человека запер на уровне, где буквально психика ломается. Что он нарушил, я не знаю. И это все, что можно о нем узнать в игре. Если обратиться в Вики, то можно узнать о нем получше. Да, я помню, что Вики не стопроцентный источник, но раз информации в игре почти нет, то можно предположить, что хотя бы 50% будет взято из Википедии. В Википедии про Аргаса рассказывают очень интересно. Есть старая история. Какой-то мерзкий человек считал, что закулисье — это идеальное место, чтобы безнаказанно совершать все, что пожелает. Он возомнил себя Джеком-потрошителем закулисья. Потом эта личность начинает чувствовать, что за ним следят. Но это его не убеждает, это всего лишь паранойя. А в этом месте это обычное явление. Он продолжает свою работу. Каждое убийство давит на него все сильнее, и наступает критическая точка. Дверь стучат. Он думает, что нашел еще одну несчастную душу, которую отправить в могилу. Но когда дверь открывается... Вау, похоже, это некий Бэтмен. В Википедии еще считается, что его так называемый закон придуман им же самим. Он находится именно на самых плохих существ и абсолютно не трогает тех, кто, по его мнению, невиновен. Похоже, у него глаза на все закулисье, и он знает, что делает каждый странник и какие поступки он совершает. Также к его способностям можно отнести быструю регенерацию и особенность игнорировать боль. Абсолютно. Также его уровень планирования и стратегических знаний говорит о том, что он обладает интеллектом выше среднего. Гай, муза. А пускай она сама про себя расскажет. Отражение прекрасной трагедии. Маска появилась. Современное искусство. Отражение переосмыслений. Ты, человек, стоишь перед рождением Аполло. Какое в мире существо могло родиться в этом месте? Древние боги создавали совершенные гармоничные формы. Но когда они совершили свою первую ошибку, я родилась. Я родилась из несовершенства бога искусства. Гая.
Что? Цвета, которые когда-то конфликтовали, начали смешиваться. Кривые дерзкие маски породили меня. Я не стремлюсь к тому, чтобы меня понимали, но скорее всего для того, чтобы это прочувствовать. А теперь давайте по-нормальному. Она использует психологические манипуляции и обычно принимает облик других сущностей или людей, но ее настоящая форма — это статуя молодой женщины. Хотя неизвестно, существует ли Гай в физическом виде, но если она существует, то использует человеческую память и ностальгию для поддержания ее существования в сети. Раз Винсент говорит, что мы должны ее спасти, значит Гай не всегда злой была. Но и в целом я не считаю этого зеркального злым. Да, она похитила подругу Майка, но а что стало поводом этого действия? Мне кажется, Алиса Ривер ей для чего-то нужна, но если посмотреть Википедию, то там другая картина. Человек, напрямую взаимодействующий с Гаей, становится одной из граней этой сущности. В присутствии этого зеркального странники испытывают чувство меланхолии и скорби без видимой причины, часто дезориентируются и плачут. Это вызывает у сущности явное беспокойство и считается непроизвольной. Также есть редкие случаи, когда она, представьте себе, спасала людей от опасности на других уровнях, после чего исчезала так же быстро, как и появлялась. Это, кстати, происходило, когда Алиса Ривер уже была похищена Гаей. Филия. Любовь. Кроме дорожки обновлений, ее еще можно встретить в замке. Есть статуя в честь нее. Поскольку в игре информации про нее толком нет, то обращаемся снова к Википедии. Я думаю, что в игре будет то же самое, что написано на Вики. Хотя бы 50%. Вот ее способности. Филия обладает повышенной регенерацией, способна лечить других. Она оказывает негоэнтропийное воздействие на материю, позволяя ей залечивать любые раны, отращивать конечности, обращать вспять развивающиеся болезни и даже чинить сломанные предметы. Филия обладает успокаивающим эффектом, который проявляется в виде ауры вокруг нее, которую она контролирует по своему желанию, превращая большинство враждебных существ в дружелюбных. Сущности даже хотят находиться рядом с ней как можно дольше. Ее способности связаны с любовью. Она способна убежать кого-либо, следовать ее указаниям, но использует это только в экстренных случаях. Похоже, она вообще не любит применять подобные способности. Филия способна создавать розовые щиты в виде сердца и стрелять стрелами, чтобы на мгновение заморозить и успокоить окружающих, но эти стрелы не наносят никакого вреда при попадании в цель. По ее словам, она не может испытывать обиду, поскольку она дает всем второго шанса. Она утверждает, что очень переживает из-за споров вокруг нее. Филия часто дарит подарки тем, кто ей нравится, и говорит, что подарки всегда соответствуют предпочтениям получателя. Она описывает себя как мечтательницу, которая часто погружается в мысли, особенно в романтические. Теперь настал черед поговорить про мимиков. Они живут на разных уровнях, и всего можно найти 8. Фиби, Това, Офелия, Харпер, Хеллер, Хатару, Ника, Момо. Все они являются детьми 7-го зеркального. Фиби – мимик-тусовщик, хотя она отрицает, что является тусовщиком. Хотя в одном у них схожесть есть, что тусовщики иногда взламывают базу Биг и пишут, что уровень веселья это круто, что Фиби взломала Википедию и сама про себя написала. Этот мимик обещает, что она наш друг, она может спасти и предупредить, но в конце концов не может контролировать, ведь по ее словам это неинтересно. Одри считает, что она опасна, а я думаю, что по крайней мере для нас она является другом. Также Фиби помогает Майку, она подстраивает так события, чтобы мы попали в автор-парти и нашли Капибару. И еще Фиби дружит с Хеллером, который живет на уровне 11. Именно она нам посоветовала спуститься по синей горке и найти там утешение. Това – мимик похитителя костей. Как предполагает ученый Биг, ее куртка позволяет отпугивать слабых враждебных существ подальше от себя. В игре она просто сидит на скамейке и ждет поезда, ведь она очень хочет домой. Това абсолютно дружелюбная и не собирается ни на кого нападать. Она утверждает, что ее дом находится в негативных уровнях. Офелия – мимик зануды. Она защищает главного героя, активно вмешиваясь в его похождения и помогает ему с сложившимися опасностями. Поскольку она является дочкой 7-го зеркального, то непонятно, такая забота у Майки это лишь дружеские отношения или это поручение от отца. Офелия имеет конфронтацию с Киото. Возможно, Киото не нравится, что у Майка есть, скажем так, ангел-хранитель. Офелия носит маску, которая точно имитирует маску умерших зануд. Она либо скопировала маску, чтобы почтить память занудам, либо одела, чтобы пугать тусовщиков, тем самым защищая Майка. Кстати, в Википедии написано, что Офелия благодаря этой маске защищала Майка от тусовщиков на уровне Фан Плюс, но что-то не очень уверен, что у Майка были опасности на этом уровне. И благодаря уровню Синий Горизонт мы знаем, что она любит рис. И возможно, ее любимое оружие является топор. Харпер – мимик гончего. Она находится на уровне 11, возле гаража. Дружелюбная. Ученые Биг считают, что ее шарф может быть своеобразным ошейником, привязывающий к определенной территории. Странники, находясь рядом с ней, испытывают эффект зловещей долины. Хоть она и человекоподобная, ее осанка, походка и пространственное восприятие строго собачьи. Несмотря на невербальное состояние, Харпер обладает
развито сознанием, понимает человеческую речь, местные диалекты и сложные команды Биг. Согласно теории ученых, она является результатом эволюции в закулисье. Вместо того, чтобы быть такой же, как гончие, она дружелюбная, ведь именно такой характер может спасти от странников, ведь они часто убивают гончие, а доброжелательный характер сразу отберет желание ее убить. Все даже еще лучше, с ней делится миндальной водой и пищевыми пайками. Также Харпер способна предупреждать об опасности. Она либо дергает людей за одежду, либо принимает жесткую оборонительную стойку. Ее не надо пытаться вытащить из близости гаража, ведь она привязана именно к этому месту. Хелиэль, мимик Кожекрата. Она подозревается в том, что является администратором симуляции закулисья. По крайней мере, она точно управляет зоной 1000 Терил. Ее маска считается не как трофей, а как мрачная метафора. Учитывая, что монстр из уровня 1000 Терил — это Хелиэль, то ученые Биг предполагают, что гуманоидное тело — это биологический костюм, который она украла и создала для взаимодействия со странниками в микроскопическом масштабе. Светящийся белый зрачок — единственное визуальное проявление истинной формы. Хелиэль высокомерна, рассматривает человеческих агентов как непредсказуемые переменные, запертые в системе. Ее грубый характер наиболее ярко проявляется во время ее появления в бонусной комнате. Когда агенты обнаруживают ее там, она поручает им, казалось бы, бессмысленное изнурительное задание — найти 10 спрятанных яиц. Когда агенты выполняют задание, она пренебрежительно открывает только одно, игнорируя их жалобы. Такое поведение предполагает, что она использует агентов для собственного системного развлечения или локального тестирования. Также всех оперативников, попавших на уровень 1000 Терил, любит психологически пытать и вечно удерживать в ловушке. Правда, появился один оперативник, который смог сбежать, с чего она сама в шоке. Но упустим этот момент. И она все это делает в истинной форме, а именно, ее вид представляет собой колоссальный, налитого кровью глаза. Хотару, мимик Молли. Она дружелюбная, любит поболтать со всеми, кто заходит к ней в комнату. Любит смотреть мультики, и выработалась привычка смотреть их через телевизор Хелиэль, ласково называя Халли ТВ. Я думаю, никто не был бы против вместе с ней посмотреть мультики. Как по мне, это мило. Плюс это еще и отдых в закулисье. И совсем забыл сказать, она хотела купить лампу. Ну потому что она является молью, а они обычно любят свет. На этом все. Нико, мимик улыбающего. Она дружелюбная, она выступает в роли доброжелательного, беззаботного проводника для странников, слишком сильно отклонившихся от стандартного базового уровня реальности. Ученые Биг считают, что раньше она была человеком, который провалился сквозь трещины реальности, погрузившись так глубоко в негативную сетку, что система попыталась насильно перезаписать ее биологический код, что привело к нынешнему мутированному состоянию. Так в Википедии по этой игре написано. Вопрос у меня только в том, как такая версия связана с отцом мимиков. Или отец мимиков создает своих детей через живых существ, что, кстати, сходится с сражением Момо, но об этом позже. Ника часто глючит. Возможно, это визуальное представление ее сопротивления полному уничтожению. Нестабильный код негативных уровней активно пытается удалить ее из закулисья, но она каким-то образом привязалась к геометрии, существуя в постоянном состоянии локализованного отображения. У Ника наблюдается амнезия. Она буквально может спросить «Кто ты?», когда вы болтали с ней несколько минут назад. Она часто говорит о себе в третьем лице. Психологи Биг связывают психическое ухудшение с разрушительным пространственным воздействием в жизни в минусовых слоях. Когда ее память стабилизируется, Ника оказывается бесценным союзником. Она активно пытается помочь заблудившимся оперативникам, предлагая советы по выживанию и прямо предупреждая их о том, что не следует заходить глубже уровня -4. У нее есть привычка захватывать изолированные секторы и украшать их по своему вкусу, пытаясь создать подобие дома в пустоте. Также, возможно, Фиби знает Ника. Когда Майк попытался спросить Фиби об этом мимике, то она проявила крайнюю уклончивость и категорически отказалась обсуждать ее. Ученые Биг предполагают, что они могут быть разными проявлениями одного кода, или Фиби испытывает сильное чувство вины в связи с падением Ника и ее последующим заточением на негативных уровнях. Момо, мимик мастерицы игр. Она является архитектором шуточных уровней, и с ней связана целая сюжетная ветка, которую мы обсуждали еще в начале. Момо раньше была куклой. По словам мастерицы игр, она наткнулась на штуку и стала мимиком. Она любит насилие. Скорее всего, это связано с тем, кого она мимикрирует, но она не злая. Момо просто любит создавать игры, а еще участвовать в них. Мне кажется, что в ее игры вживую было бы интересно поиграть. Нет, серьезно, она реально хорошо их делает. Козлина. Нет. Также она походу похищает людей. По крайней мере, одно подтверждение точно есть. А поскольку она говорит хороший улов, это значит, что он не первая жертва от ее рук. Хотя это может быть прикол, потому что она похитила создателя тусовщиков и мастерицы игр. Момо еще является Дэдпулом, хотя скорее всего Гвенпулом, поскольку она ломает 4-ю стену. Хорошо, что до игрока не добралась и не похитила так же, как и 1000 Дамплингс. Как гласит Вики по игре, есть 3 формы. Преследовательница, это где она играла роль Балди. Член клуба, это где мы играем в Доки-Доки. Дуалистка, это где она использовала Кевина и пыталась
нас убить. За всю сюжетную линию она проходит 4 стадии: враждебность, самосознание, предательство, прощение. От нее можно узнать, что ее отец создатель мимиков. Ей снился уровень дельта, и она решила воссоздать место из сна. Возможно, это и является подтверждением того, что отец — это 7-й зеркальный. Ее способности, возможно, связаны с кубом реальности, но это не точно. На этом все. И что касательно про всех мимиков, давайте мы не будем обсуждать, почему они все женского пола. Я сам не знаю. А про мимиков мы еще вспомним в теориях, ведь есть что можно рассказать. Сразу скажу, что все, что я скажу, может не сбыться. Ведь мы не знаем, что разработчики подготовили и какой сюжет они задумывали. Так что, если никто прав не окажется, то это нормально. Почему нет бактерий? Я решил начать с простого. Бактерии обычно обитают на уровне 0, но ее нет. Но одно дело, если никакого упоминания о ней не было, как бы не обязательно, чтобы на уровне 0 была бактерия. Но когда на уровне компьютера есть бактерия, это значит, что люди знают про нее. В старых версиях бактерия была в плохой концовке. Она бегала за Майком. На уровне 3 можно найти помещение, огороженное решеткой. Там кто-то работает, паяльником. Но самое интересное не это, а то, что на стене нарисована бактерия. Походу, кто-то решил стать Тони Старком и создать бактерию. Либо это некто решил похитить ее и что-то ей припаять. Иконка Аргаса в компьютере. Когда входим на уровень компьютера, мы появляемся в начальном экране. И есть две кнопки. Одна с пик, другая с глазами. Но эти глаза — это та же иконка у Аргаса, если смотреть в вики. Не по игре, а просто по вселенной Backrooms. То такие же глаза будут на странице с Аргас. Скорее всего, мы вернемся к компьютеру за информацией. Либо так мы сможем попасть в место, где находится Аргас, при условии, что найдем пароль. Шрам Калеба. Известно, что именно после того, как Калеб получил шрам возле глаза, он перестал быть агентом БИК. А почему? Если он был хорошим снайпером и ходил на миссии вместе с Киото, то почему из-за шрама он решил уйти? Разве это для него необычное дело? Скорее всего, либо на него напало слишком сильное существо, и он стал переживать за свою жизнь. Либо кто-то из агентов БИК его подставил, что он чуть не умер. Либо этот агент на него напал, но он победил его. Не стал об этом рассказывать, но и решил уйти. Горка на уровне 119 и уровень могила. Я это все объединил, потому что они связаны, по моему мнению. Смотрите, уровень могила существует. Подтверждение этому можно найти на уровень 0 на мониторе Async. Там нарисована точная картинка уровня могила из вики по закулисью. А это значит, что этот уровень существует. А теперь смотрите, на уровне 119 есть белая горка, по которой Майк не хочет съезжать. Он просто скажет, что он не должен спускаться по ней. Но почему тогда, если скатиться по черной и серой горке, мы умрем? Я к тому, что если бы создатели не придумали, что делать с этой горкой, они бы сделали так, чтобы Майк умер, или не давали бы съезжать с черной и серой горки. Но почему-то там мы умираем, а там Майк будто точно знает, куда она ведет. Так вот, у меня есть теория. Скорее всего, эта горка ведет на уровень могила. Но Майк не хочет по ней спускаться, потому что если Нео умер за кулисье, а не во Front Rooms, то он будет на уровне могила, а он не хочет его видеть. Но Майк все равно спустится по этой горке, потому что надо будет найти Асарис, а она находится на уровне могила. И отсюда следующая теория. Асарис мы найдем на уровне могила. В трейлере шуточного обновления Мег слил дорожку обновлений, и там есть обновление Реквием с картинкой Асарис. А что такое Реквием? Реквием — это заупокойное место в католической церкви, а также жанр концертной духовной музыки, посвященной трауру и памяти усопших. Мне кажется, что это обновление будет связано с уровнем могила, ведь там находятся погибшие. У меня еще была мысль, что Реквием — это имеется в виду не мертвые, а те, кто пропал из-за кулисья, упав в пустоту. На Викидот можно найти страницу про пустоту, и это целый мир, но я думаю, что такого не будет, и теория с уровнем могила звучит лучше. Что будет в обновлении Overred? Тут известно, что точно будет реборг уровня восклицательный знак, ведь это сказал сам создатель игры. И еще будет реборг отеля Чейз. И отсюда, думаю, обновят концовку с Земля обетованная. Но точно надо знать, что это будет не особо большое обновление, как негативное, так что не надо завышать ожидания. Вообще лучше всегда не завышать ожидания, чтобы не разочаровываться, а то можно так завысить, что потом будет долгое разочарование. И я вам тоже советую. Я, кстати, поэтому не ставлю свои теории как гарант 100%, что будет позитивное обновление. Из комментариев под роликом Yakuza of Backrooms можно узнать, что создатели планируют обновить позитивные уровни. Не все, но как сам он написал, некоторые требуются реворка. И скорее всего реворк позитивных уровней будет как раз в позитивном обновлении. Как бы это хорошая возможность, но не все. Обновить все 75 уровней это очень долго будет. Я думаю, там 5-10 уровней будет обновлено, потому что там будет сюжетная линия со зеркальным, а именно с Филией. Как бы ее картинка находится в этом обновлении. Также в Вики есть неподтвержденная информация о том, что возможно добавят уровни 51-55, 188.1, 666.1 и обновят уровни 188 и 666. Была ли война веселья? Это интересно, ведь в игре есть праца Майка в концовке Земля обетованная, что его встретили вымершие сущности под именем Зануды. То есть это означает, что была война веселья, только непонятно, кто победил, кто проиграл, или друг друга поубивали. Мне кажется, что если добавить уровень 152, а это школа, то есть база Зануд, то могут добавить и лор, связанный с этой
этой войной. То есть там будут лежать мертвые зануды и тусовщики. Мне кажется, никто не выиграл. Если смотреть в сторону зануд, то можно понять, что их очень мало осталось. Зануд буквально можно увидеть только на уровне Земля обетованная или на уровне 38, там где SCP заперли одного зануду. Также есть теория, что Офелия либо пережила эту войну, либо она взяла эту маску с умершего зануды, чтобы посетить память усопших. А со стороны тусовщиков мы в игре можем видеть только двоих. Одного на уровне веселья, другого в колбе на уровне 15. И все. Уровень Фан Плюс не в счет, это был розыгрыш, где Майк не мог умереть. Хотя в Вики можно сделать такой вывод, что Офелия взяла маску, чтобы пугать тусовщиков, защищая Майка, поэтому мы, наверное, и видели только одного. Что будет в обновлении Skyward? Мы точно знаем, что оно связано с Клэвисом. Как сказал Винсент, обычно Рейнер находил Клэвис, а сейчас нет. И скорее всего мы не будем искать Клэвис, ведь тоже по словам Винсент, он хочет повидаться с Майком, а поскольку он может открывать порталы в другие уровни, то, наверное, он сам придет в замок. А вот что мы будем делать, так это искать Рейнера и, возможно, Аргаса. И, наверное, мы сразимся с Рейнером, как тогда Киото сразилась с ним. Скажем так, параллель между Майком и Киото. Замок больше, чем кажется. В игре есть желтая дверь, в этой же комнате, где находится Винсент. Нам не дают войти, потому что там уборка. Но уборка же не бесконечная, и скорее всего мы туда попадем. Либо посижу нам понадобится зайти в библиотеку. Ну, например, посмотреть, где находится Рейнер. Ведь каждая книга показывает всю жизнь души. И прошлое, и будущее. Также, со слов создателя, нам понадобится возвращаться несколько раз на уровень Дельта. И он, да, большой, но потом станет еще больше. И скорее всего мы будем собирать всех зеркальных обратно в команду, как Мстителей. Возможно, у них были разногласия, и эта группа распалась. Является ли ограничение ко входу в уровне каноном? Смотрите, есть такой уровень 94. В него можно попасть только если пройти хорошую концовку. А есть уровень 3999. И в него можно попасть, если пройти уровни восклицательный знак 94 и 404. И знаете, я бы к этому не задавался вопросами. Мол, это ограничение для игрока. А Майк мог попасть через другой вход. И я с этим соглашусь. И это, наверное, и является объяснением. Но если мы на уровне 5 встретимся с мимиком Хатару, то узнаем, что попасть на уровень 94, мы уже должны увидеть конец закулисья. И я, по-хорошему, должен был упомянуть об этом еще раньше, когда расставлял хронологию. Но не стал, ведь это достойно для другого места, а именно здесь. Но у меня есть объяснение этому. Если мы абстрагируемся от того, что нам нужна хорошая концовку, то фразу «ты уже должен видеть конец закулисья» можно интерпретировать как «ты должен попасть на уровень конец». А уровень конец Майк мог попасть по любому таймлайну, так что это можно считать каноном. Ну просто вряд ли Майк выбрался из закулисья, решил опять туда попасть, вылечил каким-то чудом свой глаз, возможно, Филия ему помогла, а потом решил пойти на уровень 3999. И по такой же логике мы можем брать для Майка, а не для игрока. Надо нас идти на уровень 404 для попадания в уровень 3999. Следующая теория — это целая кроличья нора, а именно седьмой зеркальный и синдикат мимиков. Перед тем, как переходить к синдикату мимиков, я расскажу про то, что точно известно. Седьмой зеркальный. Теория гласит, что это отец всех мимиков. И как раз с обновлением Джеки Нейшн это подтвердилось, ведь Момо сама об этом говорит. Седьмой зеркальный, как говорит Вики, может создавать живое из ничего. Мимики — это его дети, глаза и уши в закулисье. Седьмой зеркальный выбрал абсолютную невидимость, он не проявлял физический облик. Седьмой действует через посредников, его дети выполняют за него работу, наблюдают за закулисьем и сообщают информацию через некую неизвестную безмолвную частоту. Каждый мимик несет в себе фрагмент его сущности. Этот фрагмент помогает им адаптироваться с окружающей средой и сюжетом. Момо — это подтверждение такой интеграции. Он не стремится к завоеванию, мести или поклонению, он стремится к чему-то другому. Что это за что-то остается самым мучительным и неразрешенным вопросом во всей игре. Его способности. Он может создавать мимиков из необработанной ткани закулисья. Они демонстрируют независимое мышление, эмоциональный диапазон и способность к обучению. Мимики наследуют способность полностью изменять свою личность, уровень угрозы, даже внешний вид в зависимости от тематики уровня, на котором они обитают. Седьмого невозможно найти, просканировать или отследить с помощью какой-либо известной технологии, и он манипулирует сюжетом. Некоторые катсцены, особенно диалог знакомого персонажа на уровне -6, похоже подталкивают странника к определенным открытиям. Некоторые аналитики лора подозревают, что в эти моменты действует невидимая рука Седьмого. Из теории, кто это может быть, говорят, что та сущность на уровне -6 это и есть отец всех мимиков. Он находится на опасном уровне, куда никто не сунется. Ага, Аврора и Джей согласны. Он спокоен, не хочет битвы, просто наблюдает, а диалоги после победы над сущностью 666 несут в себе отеческий, меланхоличный тон, соответствующий создателю жизни. И знаете, я могу дать еще один пруф, что это отец мимиков. Давайте там послушать две музыки. Сначала музыку рядом с этой сущностью.
теперь на ретро-уровне Дельта. Мне кажется, что музыка очень похожа, по крайней мере тон. А если это так, то значит он и есть отец мимиков. Просто уровень Дельта — это место, связанное с зеркальными, а Момо еще и дочка отца мимиков. И такую почти схожесть музыки можно объяснить только этим. Есть другая теория. Некоторые считают, что седьмой зеркальный не целостен. Его части разделены между всеми мимиками. А эта фигура в капюшоне всего лишь большой оставшийся фрагмент его сознания. Также есть теория, что он и есть закулисье. Скажем так, стал самой нестабильностью, которая позволяет существовать мимикам, богом адаптации. Это является, наверное, одной из самых сложных загадок, но есть кое-что, что я нашел случайно и не могу объяснить. Это синдикат мимиков. Хочу сразу сказать, я сам до конца не понял, откуда корни. Так, откуда я это взял? Дело было 30 апреля, 22:50. Я тогда писал сценарий для этого видео. И когда писал, то решил проверить вики, посмотреть информацию про персонажей. Когда я захотел проверить про мимиков, то на странице с Хеллер я увидел внизу теории про синдикат мимиков. Я когда это читал, то вообще не понял, что, почему, откуда это, что за бред. Но поразмыслив, я осознал, что это может быть и не бред, а реальная правда. Я стал искать информацию в Невике, но нет ни на ютубе, и даже в дискорд сервере нет ни одного упоминания об этом. Я спросил ИИ, откуда берутся эти теории, и выдал. Есть теории, что Майк это сосуд или наследник. Типа мимики готовят его как заменителя отца, а в качестве доказательства Офелия говорит, что защитить Майка от любых угроз, даже если этого он не хочет. Все это можно сказать, что она защищает ценный ресурс. Я такой... Ну типа серьезно, вот настолько так притянуто. Дальше вторая теория, что это какое-то испытание системного администратора. Типа мимики это антивирусная программа для закулисья, а закулисье это симуляция. Майк это ошибка. Он выживает там, где другие умирают, что кстати правда. И вот мимики передают его по цепочке, чтобы его проверить. И если он пройдет все испытания, то он будет достойно управлять закулисьем. Потом теория, что это искупление грехов Майка. Типа Хелли это честность, Фиби доверие, Офелия покой и так далее. И так хотят исправить Майка, ведь он не самый идеальный человек. Но все теории объединяются в один итог. Они хотят использовать его в конфликте с отцом, то есть седьмым зеркальным. Я такой читаю все, проворачиваю все события в голове и думаю, что? Откуда ты это берешь? Но я точно помню, что про синдикат мимиков я видел на странице под Хелли. Но когда я захотел сфоткать, чтобы было доказательство, что я это не выдумал, то наткнулся на странность. Почему-то эта информация пропала. Я только думаю, что? Быть не может. Как? Сразу скажу, что заметил пропажу информации после 20 минут, то есть в 23:10. Может, у меня шиза? Не могла же она пропасть? Я опять иду в поисковик и прямо спрашиваю, кто такой этот синдикат. И да, мне не дали ответа, кроме ИИ. Он дал мне ту же информацию, которую я вычитал. Вот она. Вот это я вычитал, только была на английском. Но информация точно такая же. Я понял, что я не шизик. И стал задавать вопросы ИИ, типа откуда это берется. И он мне начал дальше нести какой-то бред. Типа есть особые предметы у каждого мимика. Вот у Офелии есть зеркало, у Фиби коробка. Разработчики там делали секретную комнату, что там на столе лежат все 3 предмета. Третий предмет это маска Хелли. Он мне чуть ли не заверял, что это прям популярно
популярная теория, там разработчики давали подсказки. Я спросил, а откуда эта информация? Он мне сказал, что в компьютере на уровне End можно ввести команды и почитать. В базе Big в комнате Одри есть документы с этими мимиками и Майком, а в бонусной комнате за человеком, который дает квесты, есть записка, что ему не нравится мимик из 11 уровня. Я, конечно, все это решаю перепроверить. И как вы думаете, я нашел что-то? Подтвердились ли слова? Да, ты не лучший помощник в этом, но меня до сих пор смущает, что он с самого начала дал точно такую же информацию, которую я вычитал. Я решаю, что да, и врет, но я видел эту информацию в Вики, а значит, что кто-то в это верит. И я решил поговорить с каждым мимиком, держа в голове синдикат мимиков. И как вы думаете, что сейчас будет? Сейчас будет полный разнос этой теории. Сразу скажу, что в игре нет ни одной информации про какой-то сговор или цепочку передачи Майка. Единственная цепь — это Фиби и Хелли, и все. Даже косвенных нет, по типу спрячь в шкафу и найди красную дверь. Нет, а про грехи? Ну да, Харпер, Това прям являются теми, кто обучает Майка. Да, притянуть можно, например, Хелли знает Хотару. Но извините меня, она мультики к ней ходит смотреть. Конечно, Хелли будет знать ее. И давайте не забывать, что у них всех один отец. Офелия защищает Майка. Это 100% факт, что есть синдикат. Ага, а то, что она является мимиком зануд, и как бы она является другом Майка. Про это почему-то ИИ забыл. Не, ну серьезно, что за бред? А еще Ника, да, тот самый ребенок, который сидит и играет в мячик в негативных уровнях, говорит, что на уровне -4, если перестать дышать, то можно пропасть из реальности. Да, это точный факт подтверждения про синдикат. Угу. Да нет здесь никаких пруфов, нет и все. Тут буквально притянуть за синдикат нечем. Но меня не дает покоя пропавшая информация со страницы про Хелли. Почему пропала? Если я это не выдумал, то кто-то почищает информацию. А что если и не врет, и он говорил правду? Просто в игре почистили информацию. Но он же дал с самого начала то, что я сам вычитал. То почему он должен нести чушь дальше? А что если ИИ тоже в сговоре с синдикатом? Что если он пытается запутать, чтобы мы не добрались до истины? Вы знаете, я попал в ту же ситуацию, как в фильме «Миссия невыполнима 5», где только Итан верил в синдикат, а другие не верили и считали, что он выдумал. Вот сейчас я в такой же ситуации нахожусь. Но можно найти разумное объяснение. Что если человек придумал про синдикат и решил забить это в ИИ, а он выдал вот такую информацию, и человек решает эту теорию написать на Вики, но ее потом удаляют, потому что это ИИ. Тогда это объясняет, откуда ИИ знает про это. Потому что человек у него и брал информацию, и это и является единственным источником. Хорошая концовка. Помните, я задал тогда вопрос. Зачем? Это я задавал Майку. Смотрите, если мы считаем ее каноном, но только в самом конце истории Майка, то значит, что уже прошли события, связанные со зеркальными и с Алисой Ривер. Так вот, если Майк ее спас, то почему он должен уходить? Я просто задумался. Вот большинство, в том числе и я, думают, что Майк сможет сделать оружие и спасти Алису. А в чем мы так решили? У нас нет ни одного подтверждения, что Майк сможет. Я, конечно, не хочу включать пессимиста, но почему Майк победит? А что если он, да, победит Гай, вернет ей рассудок, но Алису он не сможет спасти, она просто умрет из-за битвы с этой зеркальной. Или после победы над Гай ее мозг поменяется, что выкинет из сознания Алису. А что если зеркальные помогали Майку не просто, чтобы помочь? Что-то сделать с помощью него. Если что, такую теорию выдвинула Одри. После событий в негативных уровнях мы можем поговорить с Одри, где она как раз в этом диалоге такое и упомянула, но надеется, что ошибается. Я тоже думаю, что это не так. Какой смысл вредить Майку или кому-то еще, если Эферон хотел сделать идеальный мир, что в итоге привело к его распаду на 7 частей, которые достались этим зеркальным, то почему они должны быть злыми? По крайней мере, точно нельзя сказать про Филию. Так что я думаю, они помогут. Но получится ли спасти Ривер или нет, это неизвестно. И как раз поэтому я обращаюсь к хорошей концовке
концовке. Возможно, у Майка никого не осталось из-за кулисья, и он решил уйти. Он понял, что не смог спасти, и смысла оставаться в этой вселенной нету. Не, я, конечно, сильно утрирую, но мне кажется, что еще могут быть серьезные обстоятельства, которые дадут ему право сбежать из-за кулисья. Но это работает и в обратную сторону. В истинной концовке Майк пытался уйти, но совесть не позволила ему этого сделать. Но если он спасет Алису и сможет вернуть реальный облик Эйден, то значит он все сделал, и совесть у него спокойна. А это значит, что он может спокойно уйти. Но у меня все равно вопрос, зачем? Давайте представим, что вы попадаете в закулисье, и у вас происходит все, что происходило у Майка. У вас получается спасти свою подругу, которую искали 3 года, смогли вернуть истинный облик другой подруги. И в общем, закончили все обязательства. Ваша совесть чиста. И вот когда все хорошо, вы вернули все, что дорого для вас. И вот у меня вопрос к вам. Вы уйдете из закулисья? Мне кажется, что большинство из вас останется, ведь зачем возвращаться? Тут друзья и дорогие вам люди. А теперь давайте я перефразирую вопрос. В старой хорошей концовке мы попадали обратно на землю. Пройдя по тропинке, мы доходим до дома, где встречает мама Майка. То есть это значит, что в реальном мире у главного героя кто-то из родственников есть. Плюс не надо забывать, что если он смог так легко войти в квартиру, значит кто-то платил за него. И вот возвращаемся назад. Когда в закулисье вы сделали все, спасли каждого. В общем, решили все проблемы, все хорошо. Вы наконец-то с дорогими вами людьми, а в Front Rooms у вас есть родители, родственники, возможно даже девушка. И вот вопрос к вам, что бы вы выбрали? Остаться в закулисье и забыть навсегда о своих родственниках? Или уйти из закулисья, оставив там своих друзей, которые для вас стали родными? Подумайте об этом.